В Древней Греции
демиургов и так далее. Благодаря этому мы имеем набор различных трактовок. И именно по этой причине, чем древнее Писание, тем больше деталей и подробностей. Персонажи имеют более натуральные черты, история является в более ясном свете, включая в себя и множество подробностей и причин тех или иных последствий, ситуаций, исхода. И все это является переписанными текстами, даже самые древние, которые передавались друг другу изначально в устной форме. В Древнем Риме Юпитер, дабы соблазнить прекрасную Эгину, превратился в столб пламени. После этого родился ребенок. Непорочно был зачатый король Артур. Мерлин заколдовал королеву, и она родила. Коатликуэ в змеином платье поймала комочек перьев, упавший с неба, и спрятала у себя на груди. Так был зачат ацтекский бог Уицелопочтли, Южная Америка. Месопотамский царь-бог Нимрод, по преданию, был убит, его тело рассечено на куски, а вдова Нимрода, Семирамида, уже после смерти царя зачала и родила царского сына, Таммуза, который являлся воплощением царя-бога. Греческий полубог Персей родился после того, как Зевс, приняв вид золотого дождя, посетил девственницу Данаю, а Гера в отместку Зевсу без его участия родила Гефеста. В мифе зачатие произошло чудесным образом. Что касается Марьям, дочери Имрана, то когда ей было 17 лет, Аллах послал к ней ангела Джабраила, который вдохнул в нее, и она зачала Мессию, Ису ибн Марьям. Иса родился в городе, называемом Байт-Лахм, в нескольких милях от Байт-ал-Кудуса, в среду 24 декабря. Легенда о рождении Будды, царицы Майи, тоже напоминает легенду о рождении Христа. Царице во сне явился божественный белый слон, после чего родился Будда. Кстати, имя Майя тоже сходно с Марией. Кришна сначала появился в уме своего отца Васудевы, затем перешел в ум своей матери Деваки, а затем перешел в ее лоно. Таким образом, мы имеем основные мировые религии: ислам, буддизм, христианство, индуизм. Таким образом, мы имеем несколько мессий в лице Господ: Аллах, Будда, Иисус Христос и аватары Шивы. Принцип «разделяй и властвуй» во всей его красе, а жрецы и цари по-прежнему находятся на вершине правления, наблюдая с этой самой вершины, как оболваненные простолюдины пытаются доказать друг другу свои истины и по необходимости перегрызть друг другу глотки за так называемую истину. Религии дают человеку веру и надежду, то есть комфортное внутреннее существование. Наука дает теории и технологии для того же комфортного существования, но уже на физическом плане. История выполняет роль головы, той самой птицы, и тоже дает человеку комфортное существование, создавая иллюзию проживания именно в так называемом «золотом веке», где у него есть все блага. Именно так выглядит современная система управления. Мы живем в мире, где у мира нет знаний, но огромнейшее количество информации и ее вариаций. Человечество никогда не достигнет истины, поскольку система не преследует такой цели. Когда боги, подобно людям, бремя несли, таскали корзины, корзины богов огромны были, тяжек труд, велики невзгоды. 7 великих богов возложили бремя труда на эгигов. Корзины богов огромны были, тяжек труд, велики невзгоды. Начали боги выкапывать реки, жизнь страны, каналы прорыли. И гиги стали выкапывать реки, жизнь страны, каналы прорыли. Реку Тигр они прокопали, реку Ефрат прокопали также. Они трудились в водных глубинах, жилища для Энки они возводили. Они возвели Апсу для Энки, они вознесли его на вершину. 10 лет они тяжко трудились, 20 лет они тяжко трудились,
30 лет они тяжко трудились. Годы и годы тяжко трудились. Годы труда они подсчитали. Годы труда в болотах и топях. Годы труда они подсчитали. 2500 лет. Они тяжко трудятся днем и ночью. Они кричали, наполняясь злобой. Они шумели в своих котлованах. «Господин мой, что это лик твой бледен? Почему ты сынов своих боишься? Энлиль, что это лик твой бледен? Почему ты сынов своих боишься? Позови, и пусть опустится Анну. Энки предстанет перед тобою». Он послал. Иоанну к нему спустился. Энки предстал перед его очи. Воссел Ану, владыка неба. Внимал Энки, владыка Апсу. Великие воссели. Поднялся Энлиль, изложил дело. Энлиль уста свои открыл, так говорит богам великим. «Что это ныне здесь случилось? Не должен ли я устроить сражение? Что это очи мои узрели? Подошла битва к моим воротам». Ану уста свои открыл, так говорит воителю Энлилю. Отчего егиги врата окружили? Ну, скупо шли узнать и разведать. Приказ отдай своему посланцу, чтоб сыны твои открыли причину. Кто подстрекатель этой битвы? Кто зачинщик этого боя? Кто из вас призывал к нападению? Кто столкнул сражение и битву? В собрании всех великих богов скажи. И ответ принеси Энлилю. «Господин мой, ты посылал меня. Я ходил, передал твое слово, сообщил послание богов великих. Ответ приношу, излагаю дело. Все как один войну объявили. В котлованах нам положили трудиться. Непосильное бремя нас убивает. Тяжек труд, велики невзгоды. Ныне мы, боги, все как один, идем к Энлилю, несем наше слово». Когда Энлиль услыхал их речи, из глаз его покатились слезы. Энлиль его посланию внемлет. Так говорит он воину Ану. «Благородный, там у себя на небе закон укрепи, покажи свою силу. Когда пред тобою воссядут, вызови Бога, предай его смерти». Ану уста свои открыл, так говорит богам своим братьям. За что мы к ним питаем злобу? Их труд тяжел, велики невзгоды. Каждый день они носят корзины. Горькие их плачи, их стенания мы слышим. Да создаст праматерь род человеков, бремя богов на него возложим. Я не могу сотворить в одиночку. Только с Энки исполню работу, ибо только он освещает. Пусть глины мне даст, и я исполню. Энки раскрыл свои уста, так говорит богам великим. В первый же месяц, в дни 7 и 15, я совершу обряд очищения. Один из богов да будет повергнут, да очистятся боги, в кровь окунувшись. Из его плоти на его крови да намешает нинту глины. Воистину Божье и человечье соединятся, смешавшись в глине. Чтоб вечно мы слышали стуки сердца, да живет разум во плоти Бога, да знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум. Да, ответствовало собрание. И великие, что решают судьбы. В первый же месяц, в дни 7 и 15, он совершил обряд очищения. Премудрого Бога, что имеет разум, они убили в своем собрании. Из его тела на его крови намесила богиня нинту глины, чтоб вечно слышали стуки сердца. Разум живет во плоти Бога. Знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум. Когда она замесила глину, позвала Мы этого достойны. богов великих, а идите, великие боги, слюной своею смочили глину. Вы убили Бога вместе с Его личностью. Я снял с вас тяжелую работу.
Я возложил твой труд на человека. В глине Бог и человек будут связаны, в единство сведены, чтобы до конца дней плоть и душа. Он смякнулся. Скорее, Маршал душу, да, auto, schwachhochscharnaho. Как мы это делали? Хаймерс, Машола. Это не расчеты, скорее всего, Да, там Маш. техническая какая-то, ну, технические проблемы. Там что-то не хватало чего-то западного. Решили на свое заменить, спаять там, где санкции. Эти индусы тоже, кстати, в 2019 году этот Чандраян-2 грабанули тоже. То есть у них уже опыт был. Ну, физик не исячен, он попал в Хольшин царь, то хорахил лошадь, 70-е годы, пока не попали в Луну, долго, короче, этим занимались. Вся эта теория гравитации, она это, ну, очень натянутая. Конечно, наука же тоже религия. Нет, наука это как раз таки критика, а религия это догмы. Ну, например, черные дыры это догма. Большой взрыв это догма. Вы верите в это? Так что это, если не религия? И, короче, есть обычная наука, там, механика, и инженерия, и хай-тек, практически наука, еще. Она опирается на реальное что-то происходящее. А вот есть фундаментальная наука, и среди них есть вообще фундаментальная физика, космология, наука. Да, во. Потому что там есть возможность врать и тащить туда догмы и чьи-то вот эти авторитеты. Там чисто на гипотезах, там нету этой практической доказательной базы яйца. Теория струн, квантовой механики, и там сидят они и сочиняют, что хотят, и под это какие-то уравнения придумывают. Изобретение от этого какой-то практической пользы нету. Тесла, по-моему, Хопму и Анунакшо, ДМД Куш. Давай оценим длинно, статим молчала лет, хайхуа гаош, и обсудить эти швы. Он дальше на сегодняшний день Хуш, насколько мне известно, Писание, исток, Штыгарю и Персидский залив на берегу вокруг этого, ну, сега основать один. Ютонию от них уже, короче, ослабнуть, не, там есть, не, в общем, разбить, акач, уже акатиш, латига, акател, цивилизация, те латантя. Ютига Вавилон, потом Вавилон, Ассирия, Иштаян, Качамерия, ее мифологию, сейчас. Когда-то давным-давно читал очень интересную книгу про это дело. Свой куздук и я не специалист именно в этой шумерской мифологии или там, но в этой книге рассказывалось вот в общих чертах, что вообще и понятия, там, всякие делушвы, понятие Бог, боги у человечества, оно неспроста появилось. То есть, типа, какой-то прототип хельвеза, какой-то могучий какой-то герой в мифах, у него, может, действительно был какой-то герой, прототип, там, если вот у него какой-то прототип, может, был какой-то мощный от природы. Элита. Он да уж так, ну, вообще, что у какой-то вещи есть, то, что она просто так не появляется. Был такой катастрофист,
Великовский, где-то в 70-е годы он помер, он точно, погуглите, неважно, он был ученый-катастрофист. И что вот эти понятия, боги, там, вот эти молнищи, всякие громоносцы, все это из-за человечества сейчас просто с бадуна придумать им, да, он считал. То есть когда-то в небе происходили какие-то небесные явления, там плазменные разряды мощные, а с точки зрения не гравитационной теории, а с точки зрения электрической вселенной, это все сходится. То есть такие вещи должны были тогда происходить, и через какой-то там по историческим меркам повторяются вот такие вещи. Там, например, Сатурн, бац, его захватили, за наша система захватила и погасила. То есть это сопровождалось там, Армагеддоном в небе. Так вот, этот Великовский считал, что вот эти древние пещерные люди, которые 40, 50 тысяч, 90 тысяч лет назад, 200 тысяч лет, да, то есть они, наблюдая вот эти явления в космосе, вот эти плазменные разряды там, с Марса там, на Венеру. Венера тоже считается захваченной нашей этой Солнечной системой с какой-то странствующей планетой, кстати. Поэтому особое внимание к ней это в религиях древних. Да, и эти древние люди наблюдали в космосе такие явления, разряды эти, и они начали вот этим вещам поклоняться и изображения делать. И вот этот Великовский, изучая разные культы по разных континентах, которых друг с другом связи нету, например, Южной Америки, Австралии, Центральной Африки, Индокитая, он там находит вот эти пещеры, Рисунгштадт, вот они одинаковые. То есть там вот эти космические явления еще, и там наблюдали, значит, и там наблюдали, что это не фантазия этих людей. То есть происходят какие-то космические солнечные системы вокруг галактики Хриша, да, ор 250 миллионов лет, или 260, или 240, в общем, плюс-минус. Периодически происходят какие-то такие явления, которые вот эти люди видели. И на этом основывается вот эта гипотеза, что раз мы придумали каких-то богов, там, Зевсы, я не знаю, Осирис, Сет, то это неспроста придумывается, это связано с космологией, с космическим явлением, происходящим на небе, и вот так зарождалось это. Я же говорю, Тесла, к слову, надо вот тут добавить, поставить точку. Я же говорил, что наука – это религия. Так мы и пришли, что и религия рассказывает про космологию, и наука рассказывает про космологию. Это одно и то же, и является религией. В это верить, да, как бы это требующее. Вот здесь мы подходим к другой, более интересной вещи. Да, катастрофические и Великовские электрические вселенные. Это все интересно, короче. Там на английском много по этому поводу и видеоматериалы есть, и книжек написано про это дело. Но есть еще, скажем так, тоже подвид вот этого. Вот эти все отношения с Дейлушвой, тогда Хилбо, вот с ними вступать в контакт, и какие-то подробные эти их биографии, действия. Вот это тоже удивляет. Неужели кто-то там сидел и все это придумывал там во времена древние, скажем, очень древние, и люди в это верили. Тоже это несколько, скажем, не стыкуется, поэтому предполагалось, открыть более, что, возможно, действительно какие-то инопланетяне прилетали и с ними контачили, и принимали их за богов. Высокоразвитые цивилизации, например, их корабль, если в древнее время прилетит, то они ничем от этих богов не отличаются. В общем-то, и древнегреческий пантеон, видите, там, Зевси, Аполлоний, Афродиты, Афины. То есть у них сил ничуть не больше, чем у инопланетян. Я бы даже сказал, что продвинутый инопланетный корабль даже помощнее будет и Зевса,
и Аполлона, и всей этой банды божественной. То есть... Тесла, царский список видел, читал? Просвети. Оба первоверховных апостола в полном согласии между собой говорят ясно и определенно. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Об этом также говорит и святой апостол Петр. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым». Энума Элиш. Эпос древнего Вавилона, переписанный и переделанный под себя у шумеров, практически слово в слово, как в христианской Библии и Торе, описывает сотворение мира. Мардук создает небо и землю, отделяя одно от другого, дает дню и ночи по светилу, ну и так далее, вплоть до создания человека. Кстати, в последующем, когда я буду говорить о христианской Библии, я буду иметь в виду и Тору, потому что это практически одно и то же. Эпос дошел до нас не в идеальном и даже не хорошем состоянии, спустя-то 5000 лет, поэтому фрагмент, где бравый творит растения и животных, имеет пробел в виде гигантской трещины, а то совсем было бы один в один. Здесь же у нас и небесная битва из книги Откровения Иоанна Богослова, единственная апокалиптическая книга в каноне Нового Завета, где хорошие ангелочки воюют с плохими, в последующем падшими ангелами, одни на стороне Бога, другие на стороне змея, а после его свержения. Мардук, он же Архангел Михаил, побеждает Тиамат, которая изображает тоже как змея. Там же ее побеждают, и она падает на землю. Кстати, именно из Тиамат Мардук создает небо и землю, разрубив ее на две части, а после уже идет всем известное сотворение мира. Многих интересует в Библии такой персонаж, как Змей-Искуситель, тот, что убалтывает Еву отведать яблоко. Он вроде бы больше нигде не участвует, а персонаж загадочный. Самая частая ассоциация, наверное, у человека, что это дьявол, а также еще несколько версий. Я, пожалуй, с вашего позволения, зачитаю древний вариант полностью и покажу, как примерно выглядят другие мифы в качестве примера. Тем более он короткий. Первый фрагмент. «Уразумел он премудрость, и его слово было, как слово Анну. Он умудрил его разум, он открыл ему образ миров, мудрость дал он ему, вечной жизни он ему не дал. В эти дни, в эти годы мудрый сын Эреду, Эа его, как межу, создал среди человеков. Мудрый, чего повеления никто не нарушил, хитрый, проворнейший он среди... Светлый, чистый руками, помазанник, чтущий законы. Вместе с пекарями хлеб печет он, с пекарями Эреду хлеб печет он. Снедь и воду для Эреду каждый день он готовит, своей чистой рукой столы накрывает, а когда его нет, от стола не вкушает. Лодку он снаряжает, ловит рыбу для Эреду. В это время Адапа, сын Эреду, Эа, ложась и вставая, каждый день отмыкает замки Эреду. С пристани новолуния садится он в лодку, поднимается ветер и влечет его судно, камышевым веслом направляет он судно в открытое море. Второй фрагмент. «Южный ветер к дому владыки меня прогнала. Южный ветер, с дороги я тебя уберу, тебе крылья сломаю». Как он устами изрек, ветру крылья сломал он. 7 дней южный ветер не дул в стране, а Ану, послу своему Илабрату, кричит: «Зачем 7 дней этот ветер не дует в стране?» Его посол Илабрат отвечает владыке: «Адапа, сын Эа, крылья у ветра сломал».
Едва это слово услышав Анну, встал он на троне. Закричал он. «На помощь! Пусть его приведут!» В это время Эа, знающий небо, прикоснулся к нему. Он надел его в траур, дал ему повеление. Адапа, пред Анну, царя, теперь ты пойдешь. Когда до неба ты доберешься, когда подойдешь ты к воротам Анну, в воротах Анну, Тамуз и Гиш-Зида стоят. Увидев тебя, они закричат: «Человек, скажи, зачем ты так разубрался? Адапа, зачем ты оделся в траур?» В нашей стране исчезли два бога. Вот почему я так разубрался. Кто эти два бога, что в стране исчезли? Тамуз и Гиш-Зида. Друг на друга взглянут, начнут удивляться. Доброе слово замолвят Анну. В добрый час они Анну тебе покажут. Когда перед Анну стоять ты будешь, хлебы смерти тебе предложат, а ты не ешь. Воду смерти тебе предложат, а ты не пей. Потом одежду тебе предложат, и ты надень. Еще елея тебе предложат, и ты помажься. Моего веления ты не забудь. Слова, что сказал я, держись крепко. Посол от Анну тогда явился. Адапу, что южному ветру крылья сломал, пускай приведут. Дорогою к небу его вели, он поднялся на небо. Когда до неба Адапа поднялся, к воротам Анну, когда подошел он, в воротах Анну Тамуз и Гиш-Зида стоят. Увидали Адапу и закричали: «На помощь! Человек, для чего ты так разубрался? Адапа, зачем ты оделся в траур?» В нашей стране исчезли два бога, вот почему я так разубрался. Кто эти два бога, что в стране исчезли? Тамуз и Гиш-Зида. Друг на друга взглянули они, удивились оба. Адапа к Анну царю тогда подошел, увидел его Анну и молвит: «Подойди-ка, Адапа. Зачем ты южному ветру крылья сломал?» Адапа Анну ответил: «Владыка, в доме владыки в пучине моря рыбу удил я. Море как зеркало было, южный ветер подул и меня потопил. В доме владыки нырнул я, в гневе сердца тогда я его ухватил». Он ответил: «О нем Тамуз и Гиш-Зида доброе слово вещают Анну. Его сердце утихло, его гнев усмирился». «Зачем же Эа нечистым людям небо и землю открыл? Дал им мудрое сердце, создал им имя. Что же нам теперь делать? Хлебы жизни ему предложите, пусть он их ест». Хлебы жизни ему предложили. Он их не ест. Воду жизни ему предложите, пусть и запьет. Воду жизни ему предложили, а он не пьет. Потом одежду ему предложили, и он надел. Еще елея ему предложили. Помазался он. Анну взглянул на него, и ему удивился. «Что ж, Адапа, зачем ты не поел и не испил? Теперь ты не будешь жить. Теперь человеки не вечны. Владыка мне сказал, ты не ешь и не пьешь. Возьмите его, отведите обратно на землю». Третий фрагмент. Спи. Он ему говорит, а тот поглядел. Сиди. Он ему говорит, а тот приподнялся. Анну деянию Эа весьма удивился. Из богов небес и земли, кто сделал бы это? Свое слово, как слово Анну, кто мог бы возвысить? Адапа от края небес до выси небесной глядит и видит весь ужас неба. Анну узрел, что Адапа ему не послушан, что велению Эа оказал предпочтение. Дал ему власть без конца, сделал судьбу его светлой. Пусть услышит Адапа семя людское, тот, что южному ветру крылья сломал, как возвысится к небу, пусть совершится. Беды, что злое людям приносят, болезни, что тело у людей удручают, царица Нинкарак их всех успокоит. Станет оцепенение, и болезнь отойдет. Его лихорадка постигнет, доброго сна не увидит Адапа, радость сердца людского. Конец не сохранился.
Миф об Адапе обнаружен среди документов Тель-эль-Амарны, шумеро-аккадская мифология. Кстати, он еще был обнаружен в более позднем варианте в Египте. Никому ничего не напоминает? Адам, Адапа, оба сыны Божьи. Обоим Бог запрещает есть. В Библии плоды дерева познания добра и зла. А во втором варианте, существовавшем за тысячелетия до Библии, Бог запрещает есть хлеба жизни и пить воду жизни. В Библии Бог поселил Адама в Эдеме, а во втором случае в Эреду. В Библии змей говорит: «Съешь, и будете как боги». Причем в Библии же он говорит «боги», а не Бог. Адапе бог Эа говорит «не ешь», а второй бог Ану говорит «съешь». Змей – это другой бог, и здесь так же, как и змею, Адапа говорит богу Ану: «Эа, владыка, сказал мне, ты не ешь и не пьешь». В обоих случаях Бог людей делает смертными. В обоих случаях Бог одевает человека в одежду. В Библии в кожаную, а во второй в траурную. В обоих случаях Бог отправляет наших главных героев на землю. И в обоих случаях это одна и та же история. Разница лишь в том, что Адам ест, а Адапа не ест, но результат у них у обоих один и тот же. В то время как здесь явная связь, то Еву они, скорее всего, взяли из мифа Энки и Нинхурсак, где первый объедается запретными растениями, в результате чего заболевает, и вторая из его ребра создает женщину по имени Нинти, тем самым снимая его недуг. И это далеко не самые явные и яркие примеры, они будут позже. Вы никогда не задумывались, почему именно они, Богом избранный народ? Как они разговаривали с Богом, воображая его горящим кустом, как напрямую или таинственные явления во снах? Их язык считается самым уникальным и священным. Он всегда был в письменном виде, а как разговорный его аж возрождали. Их корни невозможно проследить и понять, откуда они и когда вообще появились. Даже самые старые варианты Библии не старше около 1000 лет до нашей эры. А тут первые цивилизации в период плавающих 2000-2500 лет до нашей эры, то есть 5000 лет назад. При этом на этих же экземплярах указано, что это компиляции. И уходят они в глубокую древность. Избранный народ? А вы серьезно? Моисею сам Бог передал заповеди. Только это не что иное, как плагиат законов Хаммурапи. Урукадины, Ригведа, первые ее части, зороастризм. Все это предшествует той же Хаммурапи. Все это снова те же методы копирования, подражания и подлог с переделом под себя, чтобы выдавать себя под видом избранных. Все та же схема, цари и жрецы у власти. Ничего не напоминает. В середине XIX века были произведены крупные археологические раскопки Месопотамии, так как по библейской версии именно там жил Авраам. Они многое там нашли, множество подтверждений и всего остального. Но особенное внимание привлекли глиняные таблички с шумеро-аккадско-вавилонской мифологией, особенно после их перевода. Оказывается, все практически полностью копируют современные религии, а также богоизбранность, что таковой тоже, как выяснилось, не является. И это то, из чего удалось обнаружить. Многие таблички были разрушены, некоторым удалось более-менее сохраниться, а также обнаружить их вариации, что позволяет объединять недостающие фрагменты. Да они просто знали, где копнуть, чтобы принести мировую сенсацию и закрепить статус своих жрецов, пророков, царей и свою богоизбранность. И они ее принесли, как понимаете, но вместе с тем и не очень выгодные для себя данные. Сначала при сортировке табличек на одном из обломков попадутся строчки. К горе Низир причалил корабль. Гора Низир задержала корабль и не давала ему качаться. Когда наступил 7-й день, я выпустил голубя. Голубь полетел и вернулся. Он не нашел себе места, и потому вернулся. Они попадутся на глаза ассириологу Джорджу Смиту,
сотрудник Лондонского британского музея. Начнутся поиски других фрагментов этой таблички, которые найти не удастся. Зато найдутся 2 других экземпляра с этим же текстом, которые не окажутся в этот раз обломками. Это будут полноценные таблички. Эпос о Гильгамеше, который не только укажет на сходство, компиляции, заимствование и присвоение себе через редактирование и искажение текстов. «И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масленичный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Библия. Ветхий Завет. Стал высматривать берег в открытом море. В 12 поприщах поднялся остров. У горы Ницир корабль остановился. Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться. 1 день, 2 дня гора Ницир держит корабль, не дает качаться. 3 дня, 4 дня гора Ницир держит корабль, не дает качаться. 5 и 6 гора Ницир держит корабль, не дает качаться. При наступлении дня 7-го вынес голубя, и отпустил я. Отправившись, голубь назад вернулся. Места себе не нашел. Прилетел обратно. Вынес ласточку, и отпустил я. Отправившись, ласточка назад вернулась. Места не нашла. Прилетела обратно. Вынес ворона, и отпустил я. Ворон же, отправившись, спад воды увидел. Не вернулся. Каркает, ест и гадит. О всевидавшем. Эпос о Гильгамеше. И многое другое, включая разговор Ноя с Богом, постройка ковчега, смола и другие элементы. Таблички со сказанием о Гильгамеше относятся к истории потопа, датируются учеными примерно 3000 до нашей эры. Причем на них имеются пометки о том, что это копии с более древнего оригинала, как я и показывал в прошлой части, компиляции. Табличка с легендой об аккадском царе Саргоне I. 14 век до нашей эры. Зачала меня моя бедная мать, втайне родила меня, положила меня в тростниковую корзину, запечатала меня смолой и отдала меня реке. Тогда подняла меня река, принесла меня к Аки-водоносу. Аки-водонос поднял меня, взял меня в сыновья и воспитал меня. А вот фрагмент уже из Нового Завета. 3 месяца скрывала мать свое дитя, а когда уже это стало невозможно делать, осмолила корзинку, положила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки. Мать ушла домой, а своей дочери, Мариам, поручила спрятаться на берегу и смотреть, что произойдет с младенцем. Тот, кому Господь судил спасти еврейский народ, не мог погибнуть в водах Нила. В это время на священную реку пришла купаться дочь фараона. Увидев в тростнике корзинку и слыша плач ребенка, она повелела своей рабыне достать ее из воды. Рождение Моисея, великого пророка еврейского народа.
Цилиндр с изображением, на котором в центре находилось дерево. По одну сторону его мужская фигура, по другую женская. Сзади женщины извивается поднимающаяся с земли змея. Мужчина и женщина протягивают руки к висящим на дереве плодам. Ничего не напоминает? Опять. Вот только что буквально обсуждали. Адам и Ева. И огромное количество всего остального, что без преувеличения займет энное количество времени, вплоть до плагиата внешнего облика богов на шумерских барельефах. Вот ангелочки. Правда, здесь мужчины побрутальнее, нежели смазливые ангелочки. Ну и этому есть объяснение. Об этом в следующей части. А вот римские папы подражают божеству по имени Оан. И такого без преувеличения очень много. А здесь, например, бог Шамаш передает те самые заветы царю Хаммурапи. Только что, кстати, тоже говорили. Даже сюжеты являются плагиатом, то есть передача из рук в руки. В конце 3-го тысячелетия до нашей эры, в новошумерскую эпоху, 2111-2003 года до нашей эры, или в начале эпохи Исина Ларсы, 2003-1792 года, был создан манускрипт «Царский список». Согласно записям списка, 8 правителей царствовали до Великого потопа и после потопа. Различные города-государства с их царскими династиями временно брали верх и устанавливали свое господство над другими. Допотопные цари в совокупности правили 241 тысячу лет. Раздел «До потопа». После того, как царство сошло с небес, царство было в Эриду. В Эриду Алулим стал царем. Он правил 28 800 лет. Алалгар правил 36 тысяч лет. 2 короля. Они правили 64 800 лет. Затем Эриду пал, и царство перешло в Бад-Тибир. В Баде-Тибире Эн-Мен-Луана правил в течение 43 200 лет. Эн-Менгалана правил 28 800 лет. Пастух Думузия правил 36 тысяч лет. 3 короля. Они правили 108 тысяч лет. Затем Бад-Тибир пал, и царство перешло в Ларак. В Лараке Эн-Сипад-Зидана правил 28 800 лет. 1 король. Он правил 28 800 лет. Затем пал Ларак, и царство перешло в Сипар. В Сипаре Эн-Мендурана стал царем. Он правил 21 тысячу лет. 1 король. Он правил 21 тысячу лет. Затем Сипар пал, и царство перешло в Шурупак. В Шурупаке Убар-Туту стал царем. Он правил 18 600 лет. 1 король, он правил 18 600 лет. В 5 городах 8 королей. Они правили 241 200 лет. Затем нахлынул потоп. Конечно, они сплагиатили и это. Книга Бытие, 5 глава, приводит список потомков Адама и Евы по линии их сына Сифа, где точно так же перечисляются патриархи.
также в устах твоих. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот. Книга притчей Соломоновых. Не братайся со вспыльчивым, не приближайся к нему для разговора. Пусть он не завлечет тебя и не набросит петли на тебя. Амен ем опа. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Книга притчей Соломоновых. Ну, это шумерская, это глиняные таблички. Табличка найденная, там рассказывается про несколько царей, один из которых первый правил 28 тысяч лет, другой 26 тысяч лет, другой 21 тысяч лет. Там подробно поименно рассказывается. Это Я не знал, что чистый... он называется так. Я не знал, Да, что он так называется, список царей. То есть это можно увидеть в Ветхом Завете, как это оттуда плагиатели. Там рассказывается про иудейских каких-то вот этих царей. Там Адам жил столько-то тысяч лет. То есть оттуда эта вся история про долгожительство семитских пророков. То есть шумерское, это нашли мы в царском списке, там это истоки оттуда. И, кстати, прежде чем продолжить, Тесла, давай уточню я. Шумерскую цивилизацию, вот эти клинописи, про их религию, вот эти глиняные таблички, кихоты, их нашли вот эта группа, которая искала библейские подтверждения, поскольку была легенда, что в Месопотамии зарождалась вот этот Авраам, вот эта цивилизация, согласно Библии. Они искали библейские подтверждения и наткнулись на шумерские вот эти глиняные таблички. Это все перевернуло вообще. Он Ниневию искал, прям по Библии, там, археолог, видите? Да, это вот ирония, да, они искали библейские подтверждения, а наоборот, отрицание вообще, переворачивание всего. На удивление оказалось, Библия, хоть и это сборник мифологии, но меча находится, он почти точно говорилось в этой. Да, полезность мифов, кстати. Есть, короче, теория, что люди не придумали богов, а просто это осталось от контакта с этими инопланетными какими-то существами. Но у шумеров они фактически являются... Но железных доказательств контакта с инопланетянами нету. Нету. Амель, да, мы тут не ахлю сунна, чтобы железные доказательства иметь. Это чистейшая, скажем так, гипотетическая гимнастика ума у нас. Но у нас есть множество косвенных свидетельств каких-то странностей, и мы пытаемся на них найти ответ. И вот... Ну, если мы будем верить шумерам, мы же не знаем, что уже сколько... Просто мифологию чду. Валерий, мифологию чду, бог до бож, мандацию. Не, но у нас нет никаких способов пока какие-то это... Мы чисто занимаемся исследованием культуры шумеров. Мы исследуем культуру шумеров, которые утверждают это. То есть way back Бог, что они с инопланетянами, какими-то богами контакт. Это шумеры говорят, и мы можем как бы давать им толику доверия. Они же первые цивилизации мои, которые все вот это придумала, что мы сейчас используем. Бухбуй. Весьма сложные процессы ще. Шумш мои, адмиш придумать, который как-то очень это... И почему... Тесла. Тесла, я тебя перебил, каждый раз забываю, и тебе антитеррору сказать. И папирус что ланды папирус. Это трансформировалось от слова паппер. Понимаешь, я вот думал над этим. И все-таки это больше подходит, это папирус дождь, от слова паппер. Оно просто трансформировалось под чужой язык. А само коренное слово там паппер.
Давайте я объясню. Про папирус. Папирус, скорее всего, либо латинизированное, либо греческое название. Пирамида Хеопса. Хеопс вац, это греческое название или римское. А по-египетски его звали Хуфу. Так, папирус, да, это тоже по-египетски, скорее всего, как-то по-другому звучал. Но поскольку вы этрускши, римлянши, гейнер, гергер вот именно с этой цивилизацией, хуритский, шумерский, то твоя теория, что папир бог, и поппар, цаду бог, она вполне имеет право вместо ламанху. Корсар. Папир, да, папира, пейпер, паппар. Очень даже сходит. Вполне может быть, что шумеров и хуритов глина называлась паппар. Берег может расшифровать. Ну, папирус же не глиняный, папирус не из глины, это бумага. Да, она из тростниковой бумаги. Но дело, что это тоже не книга бумажная, ноутбук. Тоже не бумажная книга, но она все-таки трансформировалась. Египтяне же после появились шумеров, и они у шумеров, даже у вавилонцев переняли много что. То есть они могли у них перенять вот это царь уже апгрейд хилацер, хилацер, уже папирусах, тростниках ешь, но называли глиняным. Поппар ингушский дважды поппар. Подожди, древнеегипетский дошду, то мота коптский бу, папурус, душон, папурус, да, коптский мота, древнеегипетский мота, из папирус, вошен стичек, папурус. Поппар было все-таки, на чем пишут, скорее всего. Первый материал, на котором писали, нам пришел все-таки, это в шумерской цивилизации появилось. Они оставили свои знания, свои труды, поппарты. А там могли трансформировать за 1000 лет, кто его знает, как и ус могли добавить, и ис, и ах, и ох. Так, давайте продолжим. Итак, шумерша, которые много чего напридумали, утверждает, что их зачинателями их цивилизации, кто их научил, и вообще Амабагар, список царей, позднее и в Библии взяли из него вот этих долгожителей, утверждает, что это были какие-то небесные люди, то есть боги, спустившиеся с планеты. Гуэртер, название этой планеты. Анунахи, великие боги, дети Ану и Энлиля. Не беру, планета приближается, и с него сходят боги, которые часть остается на орбите, остальные внизу начинают с людьми. Вообще-то они занимаются добычей золотой пыли, и поскольку им нужны какие-то, не знаю, рабы искусственные, чтобы помогали это делать, видимо, очень плохо двигалась. Команда корабля вряд ли могла справиться, организовать промышленных масштабов разработку, и они, говорят, взяли какое-то местное обезьяноподобное существо, проапгрейдили его в своем биореакторе. То есть я рассказываю эту научно-фантастическую версию. У них там шеи, конечно, по древним понятиям я зенюцар. И проапгрейдили этого чувака, и появился современный человек. Кстати, они же, по-моему, его и Адам называют. Хаймерс, напомню. Адап. Они называют Адап, а уже семиты, акадцы там уже превратилось в Адама. То есть Адам Динак царь первый, они... Человек нес свое бремя, чистоту жилищ блюли люди. Сын отцу своему был опорой. Загрубели руки от тяжелой работы. Киркой и лопатой строили храмы. Сооружали большие каналы. Для пищи людской пропитание Божье. Не прошло и 12 сотен лет. Страна разрослась, расплодились люди. Как дикий бык ревут земли. Бог встревожен громким шумом. Энлиль слышит людской гомон. Богам великим молвит слово. Шум человека меня донимает. Спать невозможно в таком гамме. Прикажем, пусть чума нагрянет.
пускай-ка Намтар уменьшит их гомон. Подобно буре по ним пройдутся мор, болезни, чума и язва. Они приказали. Чума напала. Владыка Намтар уменьшил их гомон. Подобно буре по ним гуляют мор, болезни, чума и язва. Не прошло и 12 сотен лет. Страна разрослась. Расплодились люди. Как дикий бык рвут земли. Бог встревожен громким шумом. Энлиль слышит людской гомон. Богам великим молвит слово. Людей меньше не стало, их стало только больше. Гомон их меня беспокоит, спать невозможно в таком гамме. Отнимем-ка у людей пропитание, засушим травы, обречем на голод. Адат наверху пусть запрет свои ливни. Внизу перекройте подземные воды, а орошенье из бездны да не проникнет. По наступлению первого года от голода тяжко они страдали. По наступлению второго года тяжко страдали они от жажды. По наступлению третьего года черты людей исказил голод. По наступлению четвертого года короткими стали их длинные ноги, узкими стали их широкие плечи. Вдоль улиц брели они согнувшись. По наступлению пятого года дочь караулила мать в воротах, но мать не открыла дочери двери. Следила дочь за весами матери, следила мать за весами дочери. По наступлению шестого года дочерей своих они съели, сыновей употребили в пищу. Семьи истребляли друг друга, их лица покрылись солодом смерти. Людям не доставало жизни, а он, мудрейший Атрахасис, к владыке Эа склонял он разум. Он говорил со своим Богом, и Бог давал ему наставления. Керамика массового производства, речь, письменность, литература, первые поэтические дебаты, гидротехника, системы орошения, первые проектирования, дамба, колесо, колесница, военное ремесло, плуг, первые фермеры, сельские хозяйства, приготовление блюд, целые текстильные фабрики, кирпич массового производства, древесина, металлургия, математика, счет, разделение времени года, геометрия, физика, химия, необычайная для их времени астрономия, крупные города, золото стало самым ценным материалом, тоже у них. И стали эталоном богатства, тоже у них. Первые украшения, обработка камня самой разной сложности, добыча и освоение огня, использование природных стихий, судостроительство, гончарный круг, использование средств гигиены, системы канализации, туалеты, стекло, монеты, зубные протезы, первые операции, компасы и многое-многое другое. Всего просто не перечислить. Все это придумали не мы. И все это в крайне ограниченных условиях. Среди пустынь, глины, палящего солнца, без крова, знаний, засухи и без ресурсов. Мы только улучшили и сделали передовым их успехи. Пришли на тепленькое и готовенькое. В комфортных условиях. Мы дополнили. Мы по-прежнему пользуемся всем тем, что не принадлежит к нашей эпохе. Это по-прежнему все те же компиляции и заимствования. Это все то, что чудесным образом к нам просто просочилось. Наука – это такая же религия, только современная. Религия нового мира. У нее также есть свои апостолы, ученики, учителя, даже пророки, священные писания, свод правил и тому подобное. Наука и религия – это два разных крыла одной птицы. Даже трактаты порой пишутся одинаковым почерком, который несложно узнать, по которым ваши же ученые учатся сами, и их учат, что вам говорить, как изучать и все остальное. Для того, чтобы наука не являлась религией, она не должна быть основана на вере. Сейчас любые теории, гипотезы и предположения, сказанные авторитетным лицом, воспринимаются как истина. Сейчас ученые точно знают, что в недрах Земли находится внешнее и внутреннее ядро, которое создает электромагнитное поле планеты. При этом никто и никогда не копал глубже 12 километров. Сейчас ученые знают расстояние, массу, расположение, циклы и многое другое чуть ли не досконально о самых далеких от нас планетах и звезд. И все это основано на теории гравитации. Однако теория по сей день остается теорией и никогда никем-либо не была доказана. А также поведение движения планет
по эллиптической орбите вокруг своих солнц, которая является прямым парадоксом теории гравитации, ибо не существует никакого регулирующего воздействия, когда более массивный объект точно знает, когда нужно ослабить или усилить собственную гравитацию, чтобы отдалить или приблизить к себе менее массивный объект. При этом такой разумный механизм должен чудесным образом распространяться на все окружающие его планеты с разными параметрами и значениями. Они точно знают, как 14 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, который породил целую Вселенную, и эта модель является официально общепринятой. Им известно, как появилась суша, на ней реки, горы и весь окружающий мир, но все это невозможно проверить. И таких примеров небывалое множество, а чтобы разоблачить любого веруна в лице адепта данной религии, который прикрывается а-ля истиной в последней инстанции, просто попросите его объяснить ту или иную концепцию своими словами. Так как именно это является показателем знания, а не механическое повторение слов, сказанных ранее кем-либо. После попросите предоставить яркий пример, который докажет сказанное. Но поскольку в 90% случаев верующие посыпятся еще на первом запросе, а остальные не смогут продемонстрировать доказывающий пример в том или ином случае, либо опровергнуть противоречащий встречный факт, то это религия. Другие же вцепятся в технологии, бормоча: вы используете телефоны и компьютеры, которые дала вам наука, перемещаетесь на машинах, живете в городах, используете электричество, путешествуете по миру на самолетах, которые вам тоже дали ученые и наука. И при этом ты называешь все это религией? Да, потому что у науки нет цели, чтобы вы умнели. Это легко доказать теми же компьютерами, телефонами, самолетами и так далее. Они предназначены для комфорта, а не поиска истины. И в то же время, независимо от того, ученый вы или обычный верующий, а также говорящая голова в лице популяризатора или человек, ведущий научпоп-контент, слепо верующие в слова авторитетов и просто их повторяют как по методичке, то наука – это самая настоящая религия. Ну, наверное, социум, основанный на методе проб и ошибок, сформирован нами. Нами, высокоразвитыми и культурными людьми. Это же 21 век, не то что эти тупые древние. Документ, представляющий договор между Нарам-Сином, правителем Аккада, и Китой, принцем Авана, Элам, Шушан, Сузы, 2250 года до нашей эры, древнейший, дошедший до нас подлинник, письменный международный договор. Социальный строй тоже мы создали, как результат нашего превосходства в развитии. Нераспечатанная клинописная табличка в глиняном конверте из кальху. Нимрут. Новоассирийский период, 7 век до нашей эры. Текст гласит, что некий Шамаш-Шар-Ушур оставляет деньги на хранение некому Курди-Нергалу. Через 6 лет их следует вернуть в присутствии 6 свидетелей. И прошу заметить, что без процентов. С обратной стороны договора стоят 2 печати в качестве подтверждения и согласия лиц, как роспись. Если кто-то пытался переписать договор, то вскрывался конверт, чтобы проверить идентичность копии договора, написанного на внутренней стороне. Кстати, за такое несли наказание. Первые законы и суды тоже были у первых цивилизаций. План дома 5000 лет назад. Вот такая табличка золотой бороды от Бара-Ирнум, царицы Умы, с благодарственной надписью, посвященной богу-покровителю Умы-Шара, в благодарность за сохранение жизни правительницы. Первая династия Умы, 2500-2400 года до нашей эры. В тексте говорится то же самое, что и в описании. Она дарит эту бороду, сообщает об этом. Социальные реформы, суды, кредиты, купли-продажа, законы и вообще весь социальный строй тоже не является результатом нашей высокоразвитости. Та же схема: компиляции, плагиаты, заимствования. Атрахасис молился своему богу, приношение к ногам его ставил. Каждый день он горестно плакал, вместе с зарей приносил ему жертвы. Он заклинал Бога в молитвах, он ждал знамения в сновиденье. Он заклинал Энки в молитвах, искал знамения в сновидениях. Он приходил к храму Бога, пред храмом Бога сидел и плакал. Пред алтарем ему жертвы ставил, пред храмом Бога сидел и плакал. Когда река была пустынна, ночь спокойна, близилось утро, он глядел на реку, узреть он жаждал. На берегах потока воззвал он к Богу.
Да возьмет поток меня, да река схватит, да поставит пред моим Богом, пред Богом Энки меня поставят, да увижу Энки в своем сновиденье, я в ночи да узрю сновиденье. С тех пор, как он приходил к потоку, к реке обратясь, сидел и плакал. Пред потоком сидел и плакал, на берегу реки молился. Капс устремился своей душою, услышал Энки его молитвы, своим лахму и лахаму молвит: Человек, что в мольбах на берегах моих плачет, ныне возьмите его, приведите, ступайте, приказ мой исполните ныне. Энлиль на богов исполнился гневом. Все мы, великие все как один, решили вместе. Ану и Адат охраняют небо, я охраняю средину, землю. Куда бы ни отправился Энки, облегчает он бремя, дает послабление. Он допустил изобилие людское, дал им дышать на земле под солнцем. Энлиль открыл свои уста, говорит своему советнику Нуску: «Ко мне да будут призваны боги, пусть все, как один, предо мною предстанут». Всех богов к нему призвали. Так им сказал воитель Энлиль. Все мы, великие, все как один, решили вместе. Ану и Адат охраняют небо. Я охраняю средину, землю. Всюду, куда бы ни ступил ты облегчаешь бремя, даешь послабление. Ты допустил процветание людское, дал им дышать на земле под солнцем. Ваши корзины дала человеку, вы получили крик человека, вы Бога повергли и его разум, вы насытились. Вы устанавливаете судьбы, да возвратит она. Энки государь нас свяжет общую клятвой. Энки уста свои открыл, так говорит богам, своим братьям: «Зачем вы хотите связать меня клятвой? Положу ли я руку на своих человеков? Потоп, что вы мне повелели? Что такое? Мне неизвестно. Можно ли давать рождение потопу? Воистину это дело Энлиля». Собрание всех великих богов, не послушав, на злое дело решилось. Боги решились на гибель мира. Злое дело уготовил людям Энлиль. Так сказал пред всем собранием: «Принесем вместе о потопе клятву». Ану первый пред ним поклялся. Энлиль поклялся, с ним и сыны его. Ану услышал голос потопа. Шум потопа дрожать врагов заставил. Энки, ему помутнились мысли, когда сыны его пред ним поверглись. Нинту, величайшая из владычиц, тряслись в лихорадке ее губы. Великие боги сидели, мучимые гладом и жаждой. Глядя на них, рыдала богиня, повитуха богов, мудрая маме. Да померкнет день тот, во мрак да вернется. Как могла я вместе со всеми богами в совете решиться на гибель мира? Насытился Энлиль постыдным приказом. Подобно Тируру он поднял мерзость. И я, ныне по собственной воле, над собою слышу их вопли. Надо мной словно мухи, рожденные мною. Я же ныне, как в доме плача, в пустоте раздаются мои вопли. Мне ли карабкаться на небо? Мне, что жила в доме сокровищ. Где же был Ану и его мудрость, когда боги, сыны его, речам его вняли? Что, не подумав, потоп устроил, приговорил людей к истреблению. Корабль, увидев воитель Энлиль, гневом восполнился против игигов. «Все мы, великие, Каждый год все как один, клялись вместе, как ускользнула душа живая, и человек уцелел в разрушении». Ану уста свои открыл, так говорит он воителю Энлилю: «Кто, как не Энки, сотворил такое? Я же не разглашал приказа». Энки уста свои открыл и молвит, так говорит богам великим: «Воистину, дело мое пред вами. За спасение жизни я в ответе. Где же, боги, был ваш рассудок, что, не подумав, на потоп решились? Сердце свое успокоил ты, Энлиль? Смягчил ли ты свою ярость ныне? Виновный да примет свое наказание, и тот, кто слова твои уничтожил». Собрание богов решило. Установили:
Я же облегчил мое сердце. Ану уста свои открыл, так обращается к князю Энке. Давай, позови праматерь Нинту. Ты и она совет держите. Энки уста свои открыл, так говорит праматери Нинту. Ты, праматерь, творящая судьбы, создай сторожи рождения людям. Да будет отныне иное людям. Одни рождают, другие не будут. Да живет средь людей пошиту демон. Да вырвет младенца с колен роженицы. Жрецам Укбапту, Игициту, Энту, да будет запретом, да прервут рождение. Как мы потоп сотворили, но человек уцелел в разрушении. Ты, советник богов великий, твоим веленьем я создал битву, во славу твою хвалебную песню. Да услышат и гиги, да хранят твою славу. Я же воспел о потопе людям. Слушай. Миф об Атрахасисе, он же известный нам как миф о потопе, написанный 3-4 тысячи лет назад. Здесь же миф о сотворении человека и знаменитое на фоне нынешних событий предсказание апокалипсиса Иоанна Богослова. Компиляция, заимствование, переписывание и подлог, чтобы выдать всю нынешнюю власть, как говорится, от Бога. Хаймерс, какой шок был в 19 веке, на стыке 19 и 20 века, когда все это расшифровали и увидели, как бессовестно иудеи древние стыбзили эту историю у вавилонцев, которые стащили эту историю, у ассирийцев, которые стащили эту историю у шумеров. Причем каждый раз она как бы это понемногу менялась, добавлялось, короче, укорачивалось, какие-то эти придумывались, но основа это шумерская, короче. Явно что-то было, короче, какой-то контакт с кем-то. Дальше, древние мабуи, там 6 тысяч лет они, Хаймерс. Ну, 3000 лет до нашей эры, это уже 5000 лет как минимум. Но это официальные источники, но думаю, тоже... Они занизили сильно это дело. Дело в том, что... Да. Да, они не надеялись на это. И Карири, я вообще шок могла, они потопали. А Карина Гяс, она их в шок ввергла вообще. И потопа по их религии Энлилю устроить. После Шумер уже Ану, верховенство Ану было уже оспорено. То есть Де-Эл. Да, Элуай, будете, да, отец богов. То есть элита, у нас-то это элита, но они это как-то после всего уже меняться до Дуодельч, они их назвали богами, но у шумер они не обязательно боги. Египет плагиатью, я его вошишь, плагиатью, то есть в чистом виде, если мы хотим, чистый, изначальный вид езевань, чисто держаться шумер. Антитеррор, действительно на этом надо сконцентрироваться, он дальше, истоки всех вот этих ближневосточных религиозных мифов, это шумер-юг. Вот это уже не 100% уже знаем, что все это оттуда. А вот откуда шумеры взяли, вот это интересно. Он дальше слишком югцер. Они пришли прямо от Тесла, и самое интересное, где эта цивилизация зарождается. Это самое интересное, как будто какой-то корабль, не знаю, приплыл возле берега, из берега вообще вся мировая, это начинается, вот Шумерский, Персидский залив, берег этого. На указатель все. Вот то ж и прут по указателям, не зная дорог. Не задумываясь, кто поставил указатели, зачем поставил и куда они приведут. Но повсюду растаяли легионы пастухов. Конспирологи и эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи.
Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас, все ради вас. Выбирай, кем хочешь быть обманут. Практически во всех мифах сотворения мира мы имеем аналогичную картину. Первозданный хаос, из которого произойдет сотворение Земли и всего космоса, распределение порядка, конец хаоса. Мировой океан – стихия и заполняемая стихией некое пространство в олицетворяющих формах, первичное состояние. Суша, окруженная этим самым мировым океаном. Небо, которое представляет из себя Верхнее море. Некий герой, который побеждает зло, в лице обычно дракона или змея, либо великана, иногда это какой-либо зверь. Те же самые концепции мы имеем и сейчас. Вся Вселенная появилась из ничего, пустоты и бездны среди темной материи. А после Большой Взрыв начинает устанавливать порядки хаоса. Обозримая Вселенная также изображается в виде яйца учеными, либо пузырей. Первичный океан – водная оболочка Земли, образовавшаяся в результате охлаждения планеты ниже 100 градусов Цельсия и начавшейся конденсацией водяных паров. На Землю полились горячие ливни и образовались большие водоемы. В атмосфере происходили частые грозы, на поверхность Земли. Все одно и то же, потому что это тоже компиляции, которые дошли до нас в таком виде, в укладе религии современников, названной наукой. А вы думали, они такие потрясающие теоретики, что аж определили события за миллиарды лет до нас? Это обычные компиляции. Есть еще сомнение, что фундаментальная наука – это современная религия. Это точно такие же мифы, в которые верят подобающее большинство, имеющие абсолютное сходство с древними источниками, но иную интерпретацию. Человек вообще ничего не способен придумать абсолютно нового. Так уж устроен наш мозг. Мы можем лишь редактировать из уже полученной информации. Простой тест. Придумайте абсолютно новый цвет. Не серо-буро какой-нибудь или пурпурный. Это редакторы, а абсолютно новый. Мы будем следовать по той же тропинке, рассматривая всю ту же компиляцию нововавилонской эпохи, на которой указано, что это компиляция, переписанная с более древнего источника, уходящая в тысячелетия, и восстановим те самые события, а также учитывая все остальные сказания, разбросанные по всему миру. Сказание было сложено, вероятно, в эпоху второй династии Иссина, 7 век до нашей эры, с целью обоснования верховенства Мардука в Вавилонском пантеоне, для чего были переработаны шумерские истории. Когда вверху не названо небо, а суша внизу была безымянна, Апсу первородный, всесотворитель, праматерь Тиамат, что все породила, воды свои воедино мешали. Тростниковых загонов тогда еще не было, когда из богов никого еще не было, ничто не названо, судьбой не отмечено. Тогда в недрах зародились боги, явились Лахму и Лахаму, и именем названы были. И пока они росли и мужали, тогда родились Аншар и Китар. Они дни копили, множили годы, и наследник их, Ану, отцам своим равный. Ану первенца Аншар себе уподобил. Нудимуда сотворил по своему подобию Ану. Нудимуд, отцами рожденный своими. Он разумом светил, многомудр и всесилен. Аншара, деда его, превзошел он премного. Меж богов, сородичей, нет ему равных. Толпой собираются сородичи-боги, тревожат Тиамат, снуют, суетятся. Чрево Тиамат они колеблют, буйным гамом в верхних покоях. В Апсу не утихает их гомон, но спокойно безмолвствует Тиамат, хотя тягостны ей их повадки, недобры их пути, она же щадит их. Апсу, великих богов творитель,
кличет Муму, советника, так ему молвит. «Советник мой Муму, веселящий мне печень, давай пойдем-ка с тобой к Тиамат». И они пошли, пред Тиамат воссели, о богах, своих первенцах думали думу. Апсу уста свои открыл, кричит раздраженно, обратясь к Тиамат. «Мне отвратны их повадки. Мне днем нет отдыха, покоя ночью. Их погублю я, дела их разрушу. Да утихнут звуки, во сне да пребудем». Едва такое услышав Тиамат, взъярилась, накинулась на супруга, злобой уполнилось все ее чрево. Как порождение свое уничтожим? Пусть дурны их пути, дружелюбно помедлим. Тут Муму к Апсу обратился с советом. Недобр и не ласков совет был Муму. «Уничтожь, Отец мой, их злые повадки. Будут дни твои мирны, будут ночи покойны». Апсу то слышит, светлеет ликом, ибо злое он первенцем своим замыслил. Сначала разберемся со словом «апсу». Поскольку это компиляция, то вавилонцы просто внедряют его в текст под разными значениями. Это подтверждается тем, что «апсу» имеет множество значений у его истоков, шумеров. Область подземных вод, бездна, глубина, щель, место обитания подземных вод бога Энки, он же Нудимут и Эя. Храм Энки в городе Эреду, место добычи глины и асфальта. Вы позже наглядно и показательно поймете, что все эти определения слова «апсу» имеют прямое и фактическое значение, исходя из текста. Вавилонцы и ассирийцы, то есть поздние версии интерпретации слова. Космический океан, подземный мир, бассейн с освященной водой в храме. И только в вавилонской версии Инума Элиш «апсу» преподносится как личность. Конечно же, потому что это компиляция компиляций. Все просто. Вавилон заменил имя Бога, первоотца, что породил их всех, из оригинального текста на слово «апсу». Именно поэтому мы не встречаем в шумерских словах его аналог и не видим знака Дингир – Бог, который при этом есть у Тиамат в аккадских вариантах, и пишется это слово так. Где уже как положено богине, у нее имеется знак Дингир. Инума Элиш также лишает ее этого знака. Они это сделали, потому что у шумер было в обозначении третий вариант – место обитания бога Энки, что и произойдет далее по сюжету. Так внедрилось это слово, поэтому имя Энки заменяется на Нудимут и Эя. Первоначальное значение слова в шумерском языке – карьер, что подтверждает не только одна из его интерпретаций, которая зависит от текста. Как, например, в русском «лук в огороде», «лук – оружие» или из современного «лук – модные шмотки». Но и сами шумерские мифы намекают на это, в которых Апсу располагается ниже земли и подземной бездны, куда не могут проникнуть даже боги. И здесь слово «апсу» заменяется на «абзу». В «абзу» хранились божественные Мэ, чем бы это ни было. Скорее всего, это ресурсы. А также интерпретация слов «щель», «бездна», «глубина», а также сам текст Инума Элиш это подтверждает второй строчкой, то есть суша уже есть до сотворения мира, которая находится как раз в этой бездне. Позднее я снова это подтвержу. Поскольку слова «апсу» и «тиамат» двусмысленны, то фраза «воды свои воедино мешали» подразумевает именно секс двух богов, из-за чего, соответственно, у них и появляются дети. Пока они подрастают, у парочки рождаются еще дети. Далее уже появляется следующее поколение богов, первым из которых будет Ану. У него появляется сын, и его называют Энки, который выделяется умом, силой и превосходит деда своего, Аншара. Молодые поколения трудятся в той самой бездне, Апсу, в карьере. Вспоминайте первую часть фильма, где находится та самая суша и тот самый океан, первичные воды.
О том, что в совете они порешили, богам своим первенцам они сказали. Услышали боги о том, заметались. После затихли, безмолвно сидели. Но разумом мудрый, хитроумный, искусный, всеведущий Эя придумал выход. Он создал образ, завершил и закончил. Заклинание святое сотворил премудро, поверил громозвучно, отправил в воды. Излилась дремота, сном окружила. Апсу усыпил он сном излиянным, цепенение охватило советника Муму. Эя перевязь снял, сорвал тиару. Апсу сиянием овладел он, Апсу сковал он и предал смерти. Он Муму пленил, на засов его запер. Он возвел над Апсу себе чертоги. Надсмеялся над Муму, протащил на веревке. Как разбил, уничтожил своих супостатов, укрепил над врагами победу Эя, отдых вкусил в потаенном покое. Апсу нарек он покое, кумир не сделал. Для брака святого их предназначил. Там с Дамкиной, супругой, возлег Эя в величие, в покое судеб и предначертаний. Бог зачал мудрейшего из мудрых. В Апсу зарожден был Мардук. В светлом Апсу зарожден был Мардук. Эя, родитель, там его создал. Дамкина, мать его, породила. Грудью богини был он вскормлен, мать его питала. Его лик был прекрасен, сверкали взгляды. Изначально властно, царственно подступь. Узрел его Эя, отец-творитель. Весельем и радостью наполнилось сердце. Он воспринял его совершенство, наградил его Божьей силой двойною. Пугает, что их отец решается их убить. Но они не могут ничего сделать и смиряются со своей участью. Но хитрый Энки не собирается принимать такую участь. Он осмеливается на хитрый поступок и, судя по тексту, что-то добавляет в воду, из-за чего древний бог засыпает, и Энки убивает его. Советник Муму тоже не может ничего поделать перед младшим богом, и Энки пленит его, а также унижает перед всеми остальными, тем самым получая статус и верховное положение в Апсу. Нарек покоя в Апсу. Уже не имеется в виду в буквальном смысле в трупе своего прадеда. Это было бы полным бредом. А в карьере, в той самой бездне, на той самой земле, которая существует до сотворения мира. Таким образом, избегают смерти, и это будет началом прекращения их каторги. Появляются первые постройки. У Энки появляется храм в его честь, или как в тексте, кумирня. Отсюда в шумерском языке, более древнем, нежели нововавилонский, есть интерпретация слова Апсу как место обитания подземных вод бога Энки. Именно по этой причине туда и внедряется слово Апсу, то есть в Энума Элиш, что только подтверждает мои выводы более древним источником, нежели эта компиляция. Далее снова идет замена текста и новодел тех событий под вавилонский статус – Мардук. Вообще вся поэма Энума Элиш была переделана под вавилонский лад только для того, чтобы у города был свой бог-покровитель, коим станет Мардук, и его возвышение над всем пантеоном богов. Естественно, это вавилонский новодел. Так уж сложилось, что Вавилон станет самым большим и богатым городом, практически аналог современных крупных городов, если не полноценный аналог, самым техническим и архитектурным. Такому городу необходим и подобающий бог, самый большой и самый сильный. На самом деле не у Энки появится сын, а у его отца, Ану, которого назовут Энлиль. Он же и будет в дальнейшем фигурировать как хозяин земли. Он же получит власть над всеми богами. Он же бог ветра. И именно ему, Ану, подарит оружие, 4 ветра. И тексты тоже это подтвердят. И более древние тексты это тоже подтвердят.
Далее в тексте идет описание Мардука-Энлиля, и описывается он как чудовище, что тоже, конечно же, наводил, чтобы подчеркнуть его страшный образ на фоне других богов. Я это намеренно пропускаю. «Породил Ану 4 ветра, вложил ему в руки подарок сыночку. Он сотворил ураганы и вихри, он топи создал, что гнетут Тиамат. Днем и ночью томится, метясь Тиамат. Тяжко богам, нет покоя от ветров. Зло задумали своим чревом. Тиамат про матери, так они молвят. Как Апсу любимого твоего убивали, не пришла ты на помощь, сидела молча. 4 вихря ужасных сотворил Ану, твое чрево трясется, и мы бессонны. Апсу твой любимый допадет на сердце, и Муму пленный. Одна ж ты осталась. Не ты ль наша матерь, и мечешься в страхе? Нас, что так маются, нас ты не любишь. В бессоннице высохли наши очи. Сбрось ярмо, и покой получим. Сразись, отомсти за Апсу и Муму. Порази врагов, преврати их в тени. Услыхала Тиамат ей любой речи. Благо совет ваш, ураган поднимем, уничтожим богов в разгаре битвы. Они вокруг Тиамат столпились, днем и ночью, взбешенные, помышляют о мести. Львы рычащие, они готовятся к бою, держат совет, дабы устроить битву. Матерь Хубур, что все сотворяет, неотвратимое множит оружие, исполинских делает змеев, остры их зубы, их клыки беспощадны. Она ядом, как кровью их тела напитала, в ужас драконов свирепых одела, окружила нимбами, к богам приравняла. Увидевши их, падет без силы, если в битву пойдут, то уже не отступят. Других богов, чуть позже объясню, что за другие боги и почему, беспокоит поражение и страх их матери, а также оружие, создавшее Аном, и они подначивают Тиамат отомстить за их папку. А та и так обделалась после убийства ее супруга, но насмешливые упреки ее детей провоцируют ее, и начинается подготовка к битве. Матерь Хубур упоминается в тексте. Это шумерский термин, означающий река, водоток или преисподняя. То есть из некой реки, из ее глубин выходят эти самые чудовища, которых направят в бой, что в целом лично мне кажется логичным. Из богов своих первенцев, что совет составляли, Кингу избрала, вознесла надо всеми, главном совете, с оружием битвы скликающим к бою, распределителем добычи, всех отдала под власть его, на престол посадила. Надо всеми в совете тебя вознесла я, все божьи решения в твою руку вложила. Всех ты превыше, супруг мой единый, над прошками вознесу твое имя. Таблицы судеб ему вручила, на груди его укрепила. Лишь твои неизменны приказы, уст твоих нерушимо слово. Ныне, как Кингу взнесен, дали сан ему Ану. Средь богов, сынов его, судьбу он судит. Твоих уст речения да исторгнут пламя, яд, что собрали мы, вражью мощь да погубит. Далее Энки предлагает отправить на переговоры с Тиамат своего отца, но у того ничего не выходит. Младшие боги в растерянности. Энки тоже отказывается вступить в бой с Тиамат. Тогда Аншар, тот что дед Энки, вспоминает про Мардука-Энлиля и предлагает его кандидатуру на бой против Тиамат. Мардук соглашается, но выдвигает условия. В случае победы он получает первенство среди всех богов. Если я мстителем за вас стану, чтоб Тиамат осилить и спасти ваши жизни, соберите совет, возвысьте мой жребий. В Обшукине радостно все вместе воссядьте. Мое слово, как ваше, да решает судьбы. Неизменным да будет все то, что создам я, и никто приказ моих уст не отменит.
Далее идет описание подготовки к бою. Я перейду сразу к битве. Тиамат взбешенный, так он ей крикнул: «Что ты для виду добро предлагаешь, а сердцем злобным измышляешь сражение? Кричали сыны, отцы их презрели, а ты, их праматерь, ненавидишь милость. В полюбовнике Кингу ты избрала, в Сан-Ану ввела, ему недолжный. Владыке богов Аншару ты уготовила злое, и богам, отцам моим, ты также зло замышляешь. Да будут войска твои готовы, да будет поднято оружие. Становись, ты и я сойдемся в сражение». Когда это услыхала Тиамат, в мыслях помутилась, потеряла рассудок. Взревела, вверх взвиваясь Тиамат. От подножья до верха сотряслась ее туша. Чары швыряет, заклинания бормочет, а боги к сражению оружие точат. Друг на друга пошли Тиамат и Мардук. Из богов он мудрейший. Ринулись в битву, сошлись в сражение. Сеть владыка раскинул, сетью ее опутал. Злой вихрь, что был позади, он пустил пред собою. Пасть Тиамат раскрыта, поглотить его хочет. Он вогнал в нее вихрь, сомкнуть губы она не может. Ей буйные ветры заполонили чрево. Ее тело раздулось, ее пасть раскрылась. Он пустил стрелу и рассек ей чрево. Он нутро ей взрезал, завладел ее сердцем. Ее он осилил, ей жизнь оборвал он. Труп ее бросил, на него наступил он. Как убил он предводительницу Тиамат, рассеялось войско ее, разбежались отряды. А боги-соратники, что с ней выступали, от страха дрожа назад повернули, убежали, жизни свои спасая, но в кольце оказались, ускользнуть не сумели. Он в пленных забрал, разбил их оружие, брошены в сеть, очутились в ловушке. По углам забившись, рыдали тяжко, понесли наказание, в заключение попали. А 11 тех, что грозили страхом, скопище тварей, что шло с ней справа, он бросил в оковы, связал им руки, все их воинство он растоптал под собою. И Кингу, что был надо всеми главным, он сковал его, демону смерти предал. Он вырвал таблицы судеб, что достались тому не по праву, опечатал печатью, на груди своей спрятал. Как разбил, уничтожил он своих супостатов, как бык растоптал врагов надменных. Укрепил над всеми врагами славу Аншара. Мечты Нудимуда исполнил Мардук храбрейший. Пересек небосвод, обозрел пространство. Подобие Апсу чертог Нудимуда он измыслил. Размеры Апсу измерил владыка. Отражение его Эшару создал. Эшару — кумирню, что поставил на небе. Ану, Энлиле и Эя в их созвездиях святилищах устроил стоянки. В конце текста уже упоминается Энлиль. Это опять же сделал Вавилон, чтобы подчеркнуть силу новоиспеченного Мардука. Но это один и тот же персонаж. Так получили окончательное превосходство и власть над всеми остальными богами. Как и в других мифах, Титаны убивают гиганта, точно так же, как Энки убивает Апсу. Как и в других мифах, некий герой убивает дракона или змея. Тиамат как раз изображается в виде змеи или дракона. То же самое в каноничных священных трактатах. В Новом Завете христианской Библии книга Откровения описывает войну на небесах между ангелами во главе с архангелом Михаилом против тех, кого возглавляет дракон, отождествляемый с дьяволом или сатаной, который будет побежден и низвергнут в преисподнюю вместе со своими ангелами, что восстают против Бога, которых назовут падшими ангелами. Война Откровения на небесах связана с идеей падших ангелов, и возможные параллели были предложены в еврейской Библии и свитках Мертвого моря. Здесь та же самая ситуация. Занимает окончательное превосходство, убивают дракона и отправляют своих на свое место, работать в карьере. Вот вам падение в преисподнюю, в которой сейчас живем и мы. То есть по библейским концепциям мы в аду, в буквальном смысле, так как именно мы в будущем заменим богов. Та же самая бездна и щель, в которой творится первозданный хаос. А после, в нашем случае битвы, все предопределено и все на своих местах.
так как все решил исход. Далее происходят следующие события. Был Аану, отец их, вышним владыкой, их советником воитель Энлиль, их управляющим был Нинурта, их надсмотрщиком был Эннуги. Тогда по рукам ударили боги, бросили жребий, поделили уделы. Ану получил во владение небо, власти Энлиля подчинили землю. Засовы вод, врата океана, государю Энки они поручили. На небо свое Ану поднялся, Энки спустился в свои глубины. Они, небесный Париж, тяжкий труд предложили игигам. Так начинается миф об Атрахасисе. Его же я зачитывал первую половину фильма, который старше Энума Элиш на 1100 лет. Первый был написан в 18 веке до нашей эры, а второй в 7 веке до нашей эры. Это подтверждает все то, что я сказал. Энума Элиш – это вавилонский Франкенштейн, который собрали из более древних мифов и переделали под себя, чтобы возвысить новодел Мардука над всем пантеоном, который здесь как раз Энлиль. Мардук также не появится больше нигде и никогда, кроме Энума Элиш, что также подтверждает, что он обычный подлог для возвышения величия Вавилона над остальными городами. А также эти самые 50 его имен тоже новодел, который точно так же имеется, только в вавилонской переделке под свой лад. Перечисление его имен: Аду, Арануна, Ашару, Бел, воин, золотой бык, теленок, Ассалухи, сын, божественное величество, Марукка, Мерадах, Мершакушу, Лугалдимер Анкия, Нари Лугалдимер Анкия, Намтила, Намру, Ашур, Ашаралим, Ашаралим Нуна, Туту, Зи, Акина, Зику, Агаку, Шазу, Зиси, Сухрим, Сухгурим, Захрим, Захгурим, Энбилулу, Эбадун, Гугал, Хегал, Сирсир, Малах, Гил, Гилима, Агилима, Зулум, Мамма, Зулум Уму, Гизнумун Аб, Лугал Аб Дубур, Пагал Гуэна, Лугал Дурма, Думу Дуку, Лугал Дуку, Лугал Шуана, Ируга, Иркингу, Кинма, Зискур, Нибиру, Энкукур. Да, я все это время рассказывал об анунаках, но если бы я сразу бы это сказал бы, это вызвало бы отторжение, однозначно. Потому что сейчас это совершенно не то, что нам преподносит. Если сказать слово Нибиру, какая будет реакция? Рептилоиды? Или просто инопланетяне, что прилетели сюда за золотом, потому что оно им якобы нужно для восстановления атмосферы на родной планете Нибиру, что прилетает сюда раз в 3600 лет. Нибиру или Ниберу с шумерского, место пересечения, переправа, центр. Это может быть что угодно на небе. На данный момент существует множество версий. Известно только, что Нибиру наблюдалось всегда, а не прилетело сюда из далекого космоса. Само слово «Нибиру» встречается чуть ли не единожды. Например, в том же произведении «Энума Элиш». И не встречается никогда вместе с предложением со словом «Анунаки». И нигде нет таких предложений, как Анунаки прилетели с планеты Нибиру. А также нет и Нибиру вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца и приближается к Земле раз в 3600 лет. В списке наблюдаемых звезд и планет Нибиру также нет в списке. Она вовсе указывается отдельно от небесных тел. Также информация о том, что они прилетели сюда для добычи золота, так как атмосфера их планеты повреждена и тому подобное, не существует и не существовало. Это полнейшая чушь, потому что этого банально нет. Можете сами проверить. Помимо всего перечисленного, что уже доказывает несостоятельность инопланетной версии, слово «Нибиру» крайне редкое и практически неиспользуемое. А этого как-то крайне мало для необычайных инопланетян, прилетевших с планеты Нибиру. Нибиру не посвятили ни молитв,
ни сказаний, ни эпических историй, ни мифов, кроме нововавилонской компиляции. Вообще ничего. Это выдумка и фантазия человека, которому просто очень сильно хотелось, чтобы это стало сагой об инопланетянах. Но сами тексты доказывают абсолютно противоположное, и это может проверить каждый, в том числе и тот, кто также хочет, чтобы это являлось тем, чем в реальности не является. Зато такой вброс отвернул от этих эпосов практически всех, кто хотел бы хоть что-то узнать, и при этом породило фейковую теорию заговора. А вот это вообще смех. Знак Дингир. НЛОшники и рептилоидщики, а также их самые умные и самые честные популяризаторы вроде Захария Ситчина транслируют этот знак так. Прилетевшие на горящих ракетах. Это особенно смешно, когда читаешь древние тексты. Например, «Мной сотворенная богиня, прилетевшая на горящей ракете, Нинту. Когда жизнь, словно богу, прилетевшему на горящей ракете, ему присудили». Ну и так далее, до более абсурдных моментов. Знак Дингир – шумерское слово, означающее «бог», «богиня», «боги», а также отношение к чему-либо божественному. Этот клинописный знак используется в качестве определения, связующее с понятием божественного, например, имена, небо и так далее. В случае, связанных с понятием божественного происхождения, то есть уточнения, в этом случае знак не произносится и прописывается как надстрочный индекс. А еще по версии «Зеленых человечков» знак Дингир содержит чуть ли не целое предложение. Покажите, пожалуйста, где в шумерском есть слово «ракета». Почему вы и ваши популяризаторы не делаете то же самое и с другими первыми цивилизациями? Сюжеты одни и те же, личности одни и те же, события одни и те же. Сюда же приплетают и то, что они злыдни, которые истребляют человечество, порабощают людей и тому подобное. Тоже ложь и фантазия. Зачем вообще истреблять то, что сам же создал, человека? Ни в текстах, ни в барельефах, ни в нечто подобном напоминающее молитвы, ни в диалогах между собой и людьми, за исключением случая потопа, но там есть причина, о которой я расскажу несколько позже. Наоборот, к людям у них отношение очень даже неплохое. И так во всем, что каждый может лично проверить. Еще у шумеров и всех первых цивилизаций Земля плоская, накрытая куполом, и у них об этом также написано в том же эпосе Инума Элиш, откуда и была взята и развита в инопланетян эта фантазия. Ну, например, таблица 4. Усмирился владыка, оглядел ее тело, рассек ее тушу, хитроумное создал, разрубил пополам ее, словно ракушку, взял половину, покрыл ею небо, сделал запоры, поставил стражей, пусть следят, чтобы воды не просочились. Таблица 5. Он устроил стоянки богам великим, звезды планеты, подобие богов он сделал. Ничего опять не напоминает вам? Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Конечно же, это тоже компиляции. Это тоже имена богов, и это тоже заимствуется именно отсюда. Он год разделил, начертил рисунок. 12 месяцев звездных расставил он по 3. Когда ж начертил он на небе рисунок дней года, закрепил он стоянку, Нибиру, дабы центр указать всем звездам. Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен. По сторонам Нибиру он сделал стоянки Энлилю и Эе. С обеих небесных сторон открыл он ворота. Он затворы поставил справа и слева. Он зенит в чреве Тиамат поставил. Дал сияние месяцу, хранителю ночи. Научил его сотворению дня для распознания суток. Как мы видим, Нибиру указывает центр всем звездам и служит навигацией со словами «Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен», что тоже подтверждает, что ниоткуда Нибиру не прилетала, а была постоянно наблюдаема. Многие уже догадались, что такое Нибиру. Ученые выдвинули предположение, что полярной звездой у шумеров была Тубан из созвездия Альфа-Дракона, Змея.
Так популяризаторы рептилоидов подхватили эту теорию и создали крокодильных колонизаторов. А вот изображение рептилоидов. Один в один, да? В общем, этого всего более чем достаточно, чтобы понять, чем это не является. Богу Мардуку тоже не просто дали это имя Нибиру или Ниберу. Имеется в виду из шумерского языка дал новый Вавилон, которое соответствует самим определениям слова Нибиру. Поэтому туда это и внесли. Пересекать место пересечения. Именно он убивает Тиамат, а после разделяет ее тело надвое. И из верхней части создает небосвод. Но ведь ты же сам приводил список допотопных царей, там сказано, что они спустились с небес. Чем это тогда может быть? То есть, объяснению Тесла, у меня есть объяснение вот этому явлению, созданию человека во всех религиях и мифах из глины, которые, конечно же, являются вариациями шумерских мифологий. Истоки мы в шумерах смотрим. Да, есть, конечно же, по-моему, как оно называется, в Турции коренил храмец, Стоунхендж, храм. 211 тысяч лет Ха-Юлшбаха. Да. Забыл это название. Атлантида, ничего нету Атлантиды у нас, кроме утверждения этого древнегреческого этого Геродота, по-моему. Геродот упоминает, что какой-то остров затопило, там такой-то остров был. Все. Сунцун Багарха. Есть просто чисто дождь не ждется, никаких скрижалей, артефактов, ничего у нас нету. Атлантида это чисто греческие повествование от греков дошедшие. Поэтому бессмысленно его есть, тем более к исламской или авраамической религии он никакого отношения не имеет. То есть Хаймерс абсолютно прав. Все там в шумерах, короче. Скрыто все в шумерах. Истоки этих мифов. Дунец и Цилкерчинил, масить сотнями миллионов нахалпин был армии в Шдуе. Они имеют истоки вот это, в мифологии шумеров. Храмы те Гебекли Тепею. 11 тысяч там тоже. Раньше шумеры храмы просто там стоят какие-то камни, но по всей видимости какой-то культ там был. Но писанины опять же там нету. То есть у меня есть теория, почему вот этих мифов. Мы не говорим, что первые люди начали там в шумерах. Мы говорим о цивилизации. То есть цивилизация что означает? Человек развивается, вышел из пещеры. У него есть писанина, развивается, передает опыт потомкам, развитие. Вот все это входит, еще многое входит в цивилизацию. Люди были на земле, но почему первый человек создан из глины? У меня есть ответ. Человек разумный, Homo sapiens, создан из глины. Почему? Потому что письменность, слово, как там в Библии говорится, первым было слово, и слово было у Бога, и было слово Бог. То есть первое слово перед... Информация. Все в этом мире есть информация. Да. То есть впервые на глиняных табличках шумеры начали писать, придумали письменность. Это и является созданием человека разумного из глины. То есть оттуда идет этот материал, который отразился во всех последующих мифах использования глины. ДНК информация мою из 4 букв азбук мою. Тоже ее можно менять и создавать разные существа или какие-то генной инженерии, творить, что ты хочешь, короче, или комбинации 4 органических молекул. То представить, естественно, записывать еще. Гума, оно ассоциируется с информацией. Так, все. То есть из записей сделан человек-бог, да, вообще-то говоря. В шумерской мифологии Гильгамеш тоже был рожден непорочным.
Его матерью по шумерским сагам была богиня Нинсун, а отцом Лиль, что переводится как дух, призрак, воздух. Изида родила Хора или Гора чудесным образом. Помимо божественного, Хор имел еще и земное человеческое воплощение. И кроме того, вместе со своим небесным отцом Осирисом служил символом воскрешения. К тому же Бог невинно пострадал и был жестоко убит, а своим последователям он обещал вечную жизнь после смерти. Главный христианский праздник Пасха, посвященный памяти о смерти и воскресении Иисуса, напоминает по своей схеме египетский миф об умирании и воскресении Гора, сына Осириса, который временно пришел на землю, чтобы затем снова вернуться к отцу. 25 декабря родился индоиранский бог Митра, которого еще называли сыном Солнца и светочем мира. Впоследствии он был похоронен в склепе на склоне горы, а Иисус в гробнице, высеченной в скале, и ровно через 3 дня воскрес. 25 декабря является также днем рождения Осириса, древнеегипетского бога Возрождения, царя загробного мира, который был убит и также впоследствии воскрес. 25 декабря, дни рождения греческих богов Адониса и Диониса, в финикийской мифологии Адонис, юный воскресающий бог весны, опять воскресающий. Согласно традициям ранних адептов Кецалькоатля, Южная Америка, юноша приносил себя в жертву, искупая грехи других членов общества. Религии дают человеку веру и надежду, то есть комфортное внутреннее существование. Наука дает теории и технологии для того же комфортного существования, но уже на физическом плане. История выполняет роль головы той самой птицы и тоже дает человеку комфортное существование, создавая иллюзию проживания именно в так называемом «золотом веке», где у него есть все блага. Именно так выглядит современная система управления. Мы живем в мире, где у мира нет знаний, но огромнейшее количество информации и ее вариаций. Человечество никогда не достигнет истины, поскольку система не преследует такой цели. Да-да. Кстати, Тесла, еще и насчет эволюции. Дело в том, что мутации бывают полезные, а бывают вредные. То есть, и это чисто случайное. Ну как, в одном ты прав, 99% мутаций, там 99, бла-бла-бла, это не полезные, это просто бракованные клетки. Не может твоя клетка все время идеально копировать себя. В какой-то момент, я не знаю, из космоса прилетит какой-то высокоэнергетический протон, там ударит по этой молекуле, выбить там какую-нибудь нуклеотидную цепочку, и в результате экспрессия генов изменится. То есть там мутация или какой-то другой там какой-то электрическое какое-то явление помешает. В общем, на этом микроуровне происходит еще флуктуации, они мешают, и на каждый приблизительно 400 миллионов делений происходит один брак. Получается мутант тот самый. Это же не случайный процесс. Мы мы тут сидим, у нас уже несколько клеток, если не больше, уже промутировал. Остальные нормально скопировались, а эти мутанты, их обычно твоя иммунная система должна уничтожить. Но иногда она пропускает. Не всегда она это делает. В общем, так может случиться, что вот такая случайность произойдет, то что ты будешь, у тебя ген изменится, что ты будешь более морозоустойчивый, скажем так, к холоду. То есть это полезная мутация. То есть если наступит какое-то оледенение, то мои дети более устойчивые к холоду выживут, а твои, которые менее устойчивы, помрут, и нас в племени станет больше, и мы эту мутацию дальше понесем. Вот точно такой же процесс происходит со всеми живыми организмами. Они постоянно мутируют. То есть постоянно, если произошедшая мутация, наоборот, ослабляет тебя хищники сожрут, или ты помрешь, конкуренции не выдержишь. Если тебе моя мутация позволяет, она нейтральная, она просто в генах останется, то есть она ни то, ни сё не будет делать, не вредить,
не какой-то там не помогать. Но если какая-то помогать еще мутация хулихон, то, естественно, ты получаешь преимущество передать своим потомкам его. То есть, и так происходит процесс эволюции, в результате которого через миллионы, там, десятки миллионов лет там появляются животные, которые, например, есть животные, которые более совершенны, чем человек. У тебя происходит мутация, клетка делится дальше на 400 миллионов, один брак. А есть клетки, где вот это хромосомы там в ядре не соединяются, а прямо что разделенный клетка разделяется, и ты брака там меньше намного, короче, там, в 1000 раз меньше мутаций происходит. И такие животные есть. То есть более продвинутые, более совершенные клетки. Они, конечно, разумом не обладают, но как таковые они совершеннее тебя, меня, потому что они приспособились вот от бракованных клеток, не от брака, меньше брака производить. Значительно меньше. Лошади, по-моему, тоже там, меньше бракованного мяса. Но есть какие-то животные, что точно лекцию погуглить можно. Вот и мутации сейчас, это не значит, что они обязательно нехорошие или плохие, короче. Но одно это точно, вот манипуляциями этих генов, вот эти инопланетяне или мы в каком-то недалеком будущем можем делать что угодно, создавать любых алтаскаски, особенно волчий, лерик, что человека, там, или, не знаю, который может быстро бегать с хорошей дыхалкой, или, не знаю, медведеобразного какого-то, или получеловека, полуживотное, короче, любого съелышку. Плюс еще была такая группа, которая занималась изучением обезьян, и они пытались выяснить, в чем разница между мозгом человекообразной обезьяны и человека. То есть, например, шишокачелс примерно одинаково дует, шимпанзе или гориллы бери, или орангутани бери и адми бери. Примерно до этого у них одинаково, потом резко расходятся, короче, человеческое. Вот их разницу выяснить, они добрались до того, что могли то же самое и разнить обезьянин, чтобы она тоже стала как человек разумный, но из-за морально-этических соображений они эту работу вот на этом стадии прекратили. Я где-то об этом читал. Тесса, добавь, Кирюс, тормознуть мечаду 11 нахается. Примерно Гренландия, халяче, habis эволюция, кстати, есть больше Швейц. Лучший пример Гренландии. Это Гренландия, и еще 1000 лет назад там на скандинавских что-ж. И эти климат да, бешхайна требовал, эскимо Швейц, на них они превратились. Примерно эволюция, солнце, с ним считал, норвежцы, прадедите, все чаще, они не выглядят, как сейчас нынешняя там молодежь скандинавов, что отличается даже по внешности, по всему. Алх адам анди халабах, инзарит от дак, диабо что шва, инзарит от силачиду, но сон мелгино скелета, рила илшдаться, жимчти яйл шалохтуй. Те времена Адама 1,80 м уже великанский, да, что конца губов, что Да, я тоже это, про эту теорию знаю, что он дальше халх инсана йом мацахили витамин любой йом юк, любой угор кияшвал тагуй в Европе. В наше время доступностью до стола до разных продуктов больше, чем в конце 19 века ашел королевский семья есть какой-нибудь европейский монарх. Царил чогу доступный, то есть технически. Естественно, халгзамна у тебя меньше шансов выжить. Даже тебе больше жертвы нужно. Тот, кому меньше жертвы нужно, тот выживает. Вот китайцы или японцы шлохбу, но сейчас последние эти столетия, 20 век, они все растут. То есть уже у них нормально в лекнах уже есть, короче. То же самое и с положение.
выживали те, кто меньше кушал. Был ловчее, умнее, ну и естественно, это уменьшает твои шансы выжить, короче. Может, племя на островах, по-моему, в Пацифике, короче, Тихий океан, племя. Они жили на острове, и находится 10 душ, там, кокосу, молоко, уж там. И раз тут пришли вот эти белые люди, и с собой Макдональдсы принесли, там это, а у них же и морской юша, из этого максимум энергии извлекать. Те ж такие уже за тысячелетия организмы были привыкшие к этому. То есть ты немного кушаешь вот этой полезной морской еды, и твой организм максимум веществ полезных из него и энергию извлекает. То есть на это настроены организмы. И резко им там гамбургеры, жареное мясо, там, короче, курицу. И они все страдают от ожирения на этом острове. То есть 150 килограмм, там, 180, все такие толстые. И они же, естественно, страдают. Вот изобилие получили, жатвы, которые их организм просто не может выносить. Естественно, также доказывалось... Это само? Тесла? Народ само? Чисто, за что купил, за то и продаю. Чисто где-то читал, короче, вскоре. Маори, Самоа, вот эти народности островные. Там есть еще подтверждение этому, тому, что сказал Тесла. В принципе, каждое поколение любого народа, по себе мы можем судить, по-любому. То есть каждое поколение, оно становится выше. Петр, первый бог, и и вот когда он жил в Голландии, он считался самым высоким здесь. И отсюда пошло его это название Петр, первый Петр Великий. Голландцы называли Петр Гроте, то есть большой. От этого у них это имя у него такое, Петр Великий. Перефразировали они в один сон. То есть в те времена еще сколько там, 200 лет всего лишь прошло после этого. А сегодня голландцы считаются в мире самой высокой нацией. То есть у них сегодня здесь средний рост, это 1,80 м, средний рост, 1,80 м, 1,75 м, 1,70 м, это уже низкий рост считаются люди. Христос Бог, то есть вот это поколение, вот за эти 200 лет они выросли. То есть тут уже как-то идет правильное питание, то есть здоровый образ жизни, тут тоже идет вкупе с этим. Но, опять же, уже ученые но у них есть гипотеза, что каждое поколение оно становится выше и выше наше в мире. Я выше худацам, все зависит от питания. Тесла еще добавит тогда раз касательно эволюции. Эволюция тешь. Примерно возьмем обезьян. Обезьян считается они наблюдали за людьми, и собаки для чего нужны людям. Теперь они воруют щенков, кормят их, ухаживают за ними, чтобы потом эти же собаки охраняли их. И это реально есть. Я цитую Чакару Гюшина видео. Да, я это тоже читал. Кстати, Айлер и раскопках там находят такие маленькие скелеты людей. Арван Гойч тогда в этих голливудских фильмах, вот этот миф, что раньше люди были огромные, там, здоровые, рыцарские времена, и тем более сильные рыцари. Даже те же самые эти гладиаторы, они не такие были, как там в фильмах показывают, накачанные, мускулистые. Это обыкновенные, среднего роста, в большинстве случаев худые рабы шмахалюш, по них же питания не было, сами понимаете, да, в каких условиях они жили. То есть это тот же миф, вроде того, как эти скандинавские шлемы рогатые были. Это тоже миф. То есть очень много мифологии. Да, и еще добавлю, и Адам Шхалх Анды Халабош, Мохьев Шушбац, Цан просто пример Юхман, Хагену, Ешуача, Викинг Шмоцар описывает наши писания, что страшные, ужасные, сильные,
богатыри бош, бич будешь, как варягов. Примерно хочется откопать на святое, записать на король кнут вот здание церковь часу сенги ну вохан просто и король кнут хажвон ее суляра даци цун вашу и кнут нет сажим дихан легко примерно рост ему будет где-то там 1,60 м, что ли, вот так, а богатырь холубяный кушаный стоит. А цун ваш вообще забежься, ну где-то там 1,40 м или 1,50 м, там вообще жим делал тут он. И черепа у них маленькие, как у этих тинейджеров, этих подростков. Поэтому мы более эволюционируем, и дальнейшее неизвестно, что будет с нами. И насчет питания, это раз путешественных шперфшей контент-версия, тогда снимаете, выхватываете путешествие по миру, и там бизнесмен мебельный холола, потом его убили, согласиться с мафией условно. И вот они поехали куда-то, Амазон вообще в глуши куда-то, и знак благодарности они решили угостить этих вождя племени. И открыли ему это самое банк, вот эти самые, ну, законсервированного продукта дали. Он чуть-чуть попробовал, он в обморок упал. И другие упали. Потом там паника началась, их чуть там не убили, и они оправдывались перед ними, чтобы их там не убили. А они находились среди самого там племени, понимаете ли. И что до эволюционного иммунитет, кстати, дикаю, кьеч, омшкаш, примерно... Они в обморок упали. Соболя, брат, бехтен была, это еще одна. Северно-Синтинельский остров, еще изолировано был. До сегодняшнего дня шенти адам дичдаться, и адам особо контактирует, даже даться, они боятся, что тебя сконтактируют, да, иммунитет сахалага, они этого не выдержат, и, возможно, они погибнут. То есть, чтобы этот народ не пропал, с ними поэтому и не контактировать, и, более того, запрещено с ними контактировать, потому что племя дикое, они убивают всех подряд. Примерно шторму забросили корабль, корабль нападения, и корабль нахабы на царь, шенти онгло, миссионер на царь, и при этом за этих никто их не оштрафовал, ничего не сделали, потому что цахалабош, как сказать, там, сказать, или Адам Шмуду, там, ищите, что и... В общем, и Нана Бошек, я стою смотреть шумерский, опять же, истоки Йодов, Чатига, Иннаная Люи. Иннаная. Начальное слово. Это мастер. Да, Иннана. А также самое интересное, потому что поскольку у нас других исторических документов нет, я нашу историю решил поискать языком, следами нашего языка. То есть помимо того, что Нахичеван есть в Азербайджане, то он идет по Афганистану, там Нана богиня, у нас Нана, Хенана и так далее, Нана, мать. И до Скандинавии оно идет, понимаете? То есть в Скандинавии также есть богиня Нана, богиня плодородия и так далее, и так далее. А также у нас, как известно, когда девушка и парень встречаются, называется хитвогар. Свидание у нас называется хитвогар. То есть пойти к реке, пойти к воде, пойти к роднику. Это у нас называют пойти на свидание. То есть наше свидание и новая семья зарождалась у родника. И это символизировало чистоту и любовь, такую же чистую, как этот родник. Финанс, благословите, типа такого, под благословение богини и такой Ахмаба, плодородие, естественно, богиня плодородия также и браком заведует. Да, самое интересное, знаешь, на что надо обращать внимание, Тесла, это как после Шумер полностью как там изменилось все. Акадцы, чтобы вы знали, это предки вот этих семитской языковой общности, или как назвать, не знаю, но они уже как бы, ну, там, по-видимому, люди разделились на два лагеря, скорее всего. Процесс этого выжимки, процесс, например, рудах, хадуакш, медь хадуакш, или там нефть, шурах, нефть, шайокш, выжимки,
тоже и мою, и они просто имитировали это, наверное, и избранные Олш. Но истинный смысл Да, отборный бог, духовый, нахи бог, нахч бог. Там они просто... Искаженное что-то. Они исказили это во что-то такое, это особенное, бушаш, это. Хотя здесь подразумевается чисто в практическом смысле. Здесь подразумевается человек разумный, Тесла, у которого есть письменность, а там подразумевается человек-раб, который просто-напросто выполняет приказы, который по приказу Бога готов убить сына. Игиги, Дигигене, Нунгалене, великие князья. Те самые, что были в первой части. Они же в этой части выступают на стороне Тиамат против анунаков, и они же в последующем отправятся работать в карьер вместо анунаков. И они же поднимут восстание после анунаков, но до сотворения человека, что опять же подтверждает более древние тексты. Они по современным канонам те самые ангелы на стороне змея-сатаны, которых Бог бросит со всей свитой в преисподнюю, прямо как и у нас, в карьер, в бездну, под землю. А-то под землей по канону. Как нетрудно теперь догадаться, игиги – это родственная группа с анунаками, их двоюродные и троюродные старшие братья и сестры. Анунаки, Ануна, Анунакене. Обе группы используются в текстах как синонимы. Часто этносы их даже путают местами, то анунаков называя игигами, то наоборот. Это как раз связано с этим. Имеется в виду с тем, что они родственники. Будущие компиляторы просто не могли определиться, потому что в действительности это абсолютно одинаковые существа-боги. Переводится так: семя князя или чистая кровь, княжеский отпрыск. В обоих случаях стоит знак дингир, что несет обозначение бог, боги, божество. Анунаки обращаются к гигам в отдельных моментах как к сынам богов. Подразумевается молодое поколение богов, а не прямое значение. Сразу поясняю. Анунаки — это не те боги, про которых вы все сейчас можете подумать. Это не совсем те самые боги. Поэтому они обращаются к старшим братьям, как к сынам богов. А в других эпосах анунаки называются как младшие боги. И такая путаница со сменой положения от мифа к мифу. Опять же по этой же причине. Никакой путаницы здесь на самом деле нет. Анунаки и игиги – это существа двух разных пантеонов. И похоже, что анунаки как раз младшие, потому что являются потомками более старшего бога по имени Ан, Ану или Аннум. Бог Ану является как раз игигом. Отсюда и интерпретация «семя князя», то есть от великих князей. Игиги являются молодым поколением богов другого пантеона, другой родственник, причем более старших богов, нежели сам Ану. Два пантеона богов, которые тоже являются родственниками в лице двоюродных, троюродных и так далее братьев и сестер. Позже Ан, Энлиль и Энки, так сказать, эволюционируют и дойдут до нас в лице Господа Бога, Бога-творца, просто Бога и других персонажей различных религий. Напоминаю, чтобы окончательно разжевать, напомнить и исключить любые сомнения, Бог-творец создает людей из глины. Перед этим Господь Бог устанавливает порядки хаоса, занимается сотворением мира, суша, земля, небосвод, светила небесные и так далее. Некоторые люди, изучая каноничную историю, в том числе и служители церкви, замечали, что Творец и Господь – это два разных Бога. И вы абсолютно правы. Энки, он же Эя, Нудимут, точно так же создает людей из глины. Господь Бог, он же Энлиль или Мардук в вавилонской компиляции, как и Господь занимается сотворением мира, распределяя хаос в порядок. Он же выступает на стороне просто Бога. В нашем случае просто Бог – это Ану. А после плохие ангелочки отправляются вместе с Люцифером в преисподнюю, туда же, где будут созданы люди, чтобы сменить богов и переложить весь труд на них. Вот зачем созданы люди. Причем в канонах Люцифер – это главный падший ангел. Люцифер был когда-то
Боже самый любимый, самый славный и самый прекрасный ангел. Он был заместителем Бога, коронным херувимом, вождем архангелов. Он был командиром 1/3 небесных ангелов. Ну прямо как и у нас, в точности, как и все остальное. Люцифер в данном случае это бог Кингу, Игиг. Он тоже считается, как и в Библии, особенным. И его имя трактуется как «премудрый» или один из самых мудрых богов. И именно из Люцифера создадут людей. Снова вспоминайте первую половину фильма. Каноны тоже говорят, что ангелы были уже вместе с Богом до человека. И гиги станут ангелами, сынами Божьими, падшими ангелами, армией, управляемой неким драконом или Люцифером. Они же черти и демоны, и несомненно являются Божьим творением. Прямо как и у нас. Они же Святая Троица. Отец Всевышний – Ану, сын – Энки, и самый младший – Энлиль, Святой Дух. В еврейском слово «дух» означает «дыхание» и «ветер». В Библии Святой Дух тоже сравнивается с ветром, а Энлиль у нас как раз бог ветра. И его отец ему дарит оружие 4 ветра. Это же... Тянтик, бежды кошу, там маршал душу, масяги, чего интересный тема, его, что ночи уман такие да швой, это великанш, ой, ночи два туда царас, нарт олкой, так на нарт уорцой олой, так и тахна уорцдала олой, так и что и отдельно нахлитишь и великан штат, это орца аж орцдал бог штат, зудриша махцах орцдал и орц бога война ха иза юртюх хахил онис. Онят иза. Бях мы было свое герахта. Sen dit tamam koyuyor şu paslansa. Hatta değerli aslında doğruçarası olamıyor ki объяснение чего ее. Велариос объяснит то. То есть, Хажла, опять же, любой миф, любая религия отражает реальность, опять же, вокруг. Милчакоми дин хакяцой динник, цединник, хажулах, ху дуоцкоми, ху амалю. Он не Бог создает людей, а люди создают богов. Не религия создает людей, а люди создают религии. По образу и духу своему, и Бога также по образу и подобию своему создают себе богов. Так вот, изначально в Агарху давным-давно, когда человек не был еще разумным, единственная правда, одна правда была. Как ты думаешь, у кого была правда? خلي لي يا اخي براود خلي ضيقي اويت يا اخي Ницбегуй, ницбег. То есть ханицбу, валгил тагу, ницбол на цугайнаха, как боги ложь, в общем. Все решала сила. Потому что другой управы нету на этого человека, он сильный. Но вот когда появилось оружие, когда появился кинжал, когда появилось, тогда и появились вот эти чеченские законы, которые уравняли всех. И у нас такие демократические законы появились, понимаешь? В тех обществах, где оружие, пока оружие не появилось, во всех обществах, во всех народах, во всем мире правда была у того, у кого была сила. У скандинавов, викингов и так далее. Например, мир создан от великанов, то есть убили великана и мира, из него сделали мир, небо, людей, реки из его крови и так далее. То есть великаны правили в мире, понимаешь? Сильные правили в мире. Но слабые восстали в один момент. А этот момент произошел, когда придумали оружие. Вот он нас и уравнял. Тогда уже
власть великанов, силачей прекратила свое существование, и власть разума, разумного человека, вышла на сцену. وهرغز شدوسي درا ورس الحقير ورس дружим дон هر يرشكاش توبنا شغلي ورس داكش дабуд целиалы кияли такой вешалил то есть современный дружинник школ царх Тимурович Аллар царх هنادن من هذا هنجي практиковать те штуки конечно пошел ша добровольч, пожарникч и так далее. Эти кто, что он? Filter лой, но есть такой де-факто юки тянгуани, шо هنادن тянгуан орцуан, олку орцуан. Так есть другое, орц далбу, так изначально нарт орцхой, да, его просто хватит, нарт орцхой, да, так орц вагна ол, орц уючу ол, орц цавена ол, орц дала ол. И просто так, Вагарва. Скорее всего, это и варства были, они, скорее всего, были такими силачами. Вот эта группа силачей была названа варства, то есть силачи Хинстана Човака Олкой, частная военная компания, то есть наемник шпухаш. Таким же образом, это, наверное, какое-то было общество силачей, которые хадди ведди больше, хунар дольше, были гораздо, скорее всего, какая-то группа, и туда записывались какие-то люди сильные, проворные, готовые пожертвовать собой ради спасения. Ну, как и Ахмед сказал, да, вот пожарная служба или там полиция, ну, вроде этого, что группа, скорее всего, была. Но то, что существовали великаны, это неправда, это болтаться никаких великанов. Есть такое элементарное, простой гумор. Наоборот, самое это, наоборот, в древности, чем древнее, тем ниже мы были, тем слабее мы были, чем дальше, тем мы, наоборот, здоровые и взрослыми, и долголетними становимся. Все, تندل خيردوك إذا ورت داربوك أحمد أحمد باخر إذا تصدرجين خل خيريو ورت صح خل خيربوك وش تندل تغان ورت وغان بوغا يرتيوخ تغرني خل خيريو تجاه خل خيربو يسيلني ناخشي غرني تشيت دياشتاق ورت داربوك دول إهما داس إشتير حدين خيردوك إذا Вахарху уточнить, да, яси бух бас, вичен, бух пал, ищешь. И это школа, институт, университет по-современному, где обучают людей, отбирают орцхой, то есть, понимаешь, это можно там по наследству передавать теж сапожник, там, зубник. Да, кстати, подтверждение к этому, эти орстройцы и сегодня существуют. То есть они никакие не великаны, это была какая-то общность орстрой. Позже превратилась в тейп, как у нас бывает, да, обычно. А этот тейп и сегодня идет, их потомки идут, они никакие не великаны, ничего подобного. Это, скорее всего, потомки тех же вот этих орстройцев, вот этих. Но в начале зарождения их, скорее всего, было вот предназначение как вот этот университет, как служба, как структура какая-то. Тесла говорила, что Тесла високотического для сравнения. Подожди, Ахмад, я дважды подождал тебя, Соболи. Хаймерс, это не всегда в истории было, что мало жертвы было и люди уменьшались. То есть, скорее всего, как Кавказе, вот эти степная часть, вот эта Евразии, это мамончды, ишдолчхейнаха, люди он были. Дальше много жертвы, убил мамонта, все. Там пируй на полгода целое племя будет жрать, короче. И одевать что будет, и из чего вот эти передвижные вот эти
дома делать, и шубы. В общем, и мама считали, истребить модельные жертвы меньше стало, и, скорее всего, тогда идет понижение. Также были моменты Африки, в течение длительного времени у реки устанавливались очень благоприятные условия. Там изобилие пищи, там там тоже люди росли, то есть это связано с местными условиями, но не всегда это было. Но, как правило, раньше люди целый день искали жратву. Это все, что у них на это уходило все время. Поэтому, естественно, они просто не могли, ну, сказать, боевой гинценне, даккадерныш больше, бестен больше там. Что подчеркну? Дира более реально, хлеб меньше, из-за нарт ой дуашту, ночи дуашту, даться и точно функция. Это, ну, гутур олку, это нарт санта гори, нарт сан зудери, что нарт сан оли, да, он адам, что он дукой, так и он нагасан ой ночи дуашда, со стороны хаяс дуой, ой ночи далаха, тин бухл биск, это деши бизи, нарт бог, что он бухл цабисен. Жим олыш, так дух, нертя, ажимсак, нертя, шу олыш, дар постоянно наш. Нертя, там олыш. Veži, narti eče da gdje su ram boš doš i ho означает, что ночь дош то рам олшана тан лишен хей рам хомадела олша завсно хил жим олша и ho doš to dice. Сволочь, мол, да ли там. Кстати, хотя он душен, кстати, возвращаясь к эпосу Гильгамеша, ну, мне сразу и тягаешь, он дагдена Гезгмаш, да? Потому что и, кстати, со словом Гезгмаш тоже интересный момент у нас. Вроде бы Маш, хана олы, паутина, окой, оли, теста тоже. Сасонага, соцонг шут я ватстес, может, я сумасшедший оли, так должен, он саджимал поддержки, что сумасшедший ватс. Кстати, Гезгмаш. Что вы делаете? Секунду. Ночь паутина. Гезгмаш ол. Вроде бы Маш, я че, Маш пугоша ол, Гезгмаша ол. Зачем уточнять именно Гезгмаш? Муж своему, так, веревки. Чтобы не засувало солдата. Так, дуть волща дают ту отдать. Вообще беда тоже. Добро уволят. Ну, те уволят, да? Ну, мне не терпится близко своим умом просто, понимаешь? Хорошо, проблем есть. Интересный момент. Гезгмаш окой. Зачем уточнять именно Гезги паутин, если больше, кроме как у Гезги бием кацана умный паутин, сахарич. Маш ялча, то что? Гезгмаш окой. Маша олуэ, но еще и Гезгмаша олуэ. У там цицкмаш хуль, я жалмаш хуль, я дехкмаш хуль. Бывает рыбацкая сеть, цунах маш, скорее всего. Немцы Маше, а сетки или рыболовные? Маша Бога, немецкий мота, сетки тоже сеть или что-то такое, короче. В ушах связи и умять Маша Уцанаха. То есть это Гезгмаш имеется в виду сетка паука Бога, скорее всего. Тесла, да, забила личку. Собади да та вистушу. Ахуба мило. Так, ахуба. От Теслас богштег низ дохшту, именно немцу мота хилацаш и Маше Бога сеткию. Гезгмаш алар худу, суна хезер кичан хезерду. Цахан херю, хадер гдуния. Гезгмаш теssen, темаш тесхирду ал. Хинз гезгмаша, маша, эчи сет, эчи хинз электронный компьютерный сетюй, сеть,
даже дождь сетка. Маша, остем цадор тиши, гезг Маша. Не, цуновой, заол. Маш, это паутина. За цепью Маша больше подходит. Борделт ах уточнить да это все. Маш, холсиш, слободешься. Маш, хую, Маша, цахом лучшую. Им чем-то для поймать, это ловушка. Маш, это ловушка. А интернет это это цепь соединений, что соединяет точки. Немцоша, англичанша, нец олара, сетка буквально. Сетка олкар, нец Дикту, короче, в общем, возвращаясь. Причем дохода, да, нет не имеет, а именно Маша, дождь, оно, скорее всего, латинское, от латинов сразу же к этрускам прыгаем, а этруски, пришедшие с этой Передней Азии, то есть как раз и Войнюха, и Олметтигер, потомки этих. То есть тигр и дождь, и тайпи, и маши, это все наши слова гурицкие, это не они разошлись в латинизирован, латиница, дождь, ногти, дождь, он. То есть ари английским, вот это все к ним попало, это не мы взяли ни у кого, ни у арабов, ни у это наши древние. Латин, латин, лат, это все с ла начинается, эти все земля и приземлиться, ланди, это имеет к этому древнему слову. Почему лат? Тесла, ты же английский знаешь. Английским это берос. То же самое я слышал вроде бы. Born. Например, slave. Идентификация борна. Born это значит рожденный. Born, bear. Это все через это идет. Совпадение, это просто наследие вот этих. Они забрали с собой всю цивилизацию в Италию. Дальше момент. Кстати, еще чем искать английские слова истоки, лучше их искать в немецких и скандинавских, потому что Англия это новый народ, это смесь французов, скандинавов, немцев и там проживавших племен. То есть, опять же, там, если в английском языке мы будем смотреть, опять же, мы будем подходить к еще дальше измененным к словам, чем если мы хотим... Англичанш, больше мало. В этом-то и уникальность, что мы и германским племенам дошли, что аурдахновой, поскольку вот Кавказец на север, и также дошнешь вот это через этрусков с Передней Азии в Италию, короче, и попало к Риму. То есть римский махтюкал еще и дошнешь проблем, и германские племена щука, к которым англичане тоже относятся. Да, Англия, Тесла, это уже и римляне туда ушли, и викинги там воевали, и французы. То есть, это уже смесь будет, английский махтюк, уже Генуа, Галял, говорю, ошел, значит. Чем мой юдерау, скандинавы ближе, к немцам ближе, к и римлянам ближе, к вот этому латинскому, там еще чуть, чем там больше будет. Ну, в принципе, в принципе, итальянский и испанский языки считаются похожими на латинский язык, кстати. И справку дадим небольшую. Европе, именно Западная Европа, не славяне, не Восточная Европа, а именно Западная Европа делится на две языковые группы. Одна романская группа языков, и другая германская группа языков. Скандинавы являются частью этой группы, я это не отрицаю. Короче. Также и англичане, как потомки саксонцев, являются итальянский, французский, португальский, испанский, еще, я не знаю, какой может там, бельгийский,
является романской группой языков. Это латинские, на основе латиницы. То есть римляне шлелин мертвый язык, был латин. Цуна хабель мертвниш будешь. То есть, конечно, с исключением местных языков. Другая группа, германская группа языков, это датчане, скандинавы, голландцы, немцы, англичане, там, саксонцы. Это германская группа, то есть это совершенно разные группы. Просто в 11, по-моему, или 12 веке во Франции аж был на побережье Франции, побережье, нормано-французы, то есть викинги высадились, захватили вот эту Нормандию, и там основали королевство, жили, потом они взяли и напали на англичан, саксонцев, где жили только саксонцы, шей немецкий муатбош, германский муатбош, саксонский, примесью очень никакого другого языка, шей муатлилош был. На них напали и стали ихними лордами, то есть захватили замки, там они элиты сделались, которые говорили на французском, а вот это царь Черню, то есть царь захватил Хамду, и они говорили на саксонском, и они в течение там 2-3 столетия вот так существовали. Нижних Хамду, они говорили по-саксонски, а эти дворяне говорили по-французски. И потихоньку такие дворяне, вы саксонский элиты, тоже перестало переходить на французский. Французский считался языком знати. Там, в этих книжках там исторических можете это проследить. И я сейчас закончу, И вот в результате вот этого смешения в современном английском языке есть 40% французских слов и 60% остальные там латинские вещи, чисто латинские и саксонские, не германские вещи. То есть английский не является чисто этим германским языком, потому что он слишком сильно был подвержен влиянию антитеррора. Викинги это просто отряд, должность армии вот этих скандинавов. Там и берсерки есть, и викинги есть, и ульфхейднеры есть. Кстати, я что хотел сказать. Насчет Англии. Того, что там французы разговаривали, Тесла там знает и так далее. И может... я, может, не обладаю достаточно знаниями, базой по поводу этого, но мне кажется, опять же, как ты знаешь, все утверждения я делал изначально исходя из логики, и только потом находил подтверждение их в разных мифологиях и вот этих существующих реалиях. Таким же образом у меня есть предположение, что там не только французы, там также и скандинавы принимали большое участие. И помимо того, там очень много местностей, районов, городов называются именно названные, несут и сегодня названия, которые им дали именно скандинавы, на скандинавском языке, там, Леда, Чешчир, там, еще какой-то там Нир, Шир, Ир, скандинав, Шелё, название Шатига, Шейтвамбя, Шайна, Метктигарёх, Шайна, Елё, название. Я к чему хочу сказать, там, к французскому также имела, я думаю, там, конкуренция, это скандинавские языки. Я склонен к тому, что была одна цивилизация и один народ. Не беря вот этих нецивилизованных варваров там и то есть вот этих папуасов, там, чукчей, там вот этих племен отдаленных. Но человек разумный, цивилизация, как сегодня, например, американцы, Америка, где живут и французы, и англичане, и ирландцы, весь сброд мировой, это является одной цивилизацией, одной нацией американской, которая является лидирующим государством в мире. Таким же образом, я имею в виду, была единая цивилизация и единый народ, не беря вот этих племен отдаленных. И, скорее всего, оттуда пошло разделение
И разделение, я считаю, что делали именно вот эти жрецы и цари, чтобы противопоставлять людей, и золото уже не анунакам, инопланетянам добывать, а уже на примере вот этих создателей шумерских анунахов, которые создали человека, чтобы он добывал золото, чтобы он был рабом и работал. То есть этот пример был уже украден, но человечество вышло из-под власти богов, и на примере богов по образу и подобию превратились, то есть богов сами, остальную часть людей как можно больше, как можно сильнее пытались поднять под себя, как можно больше людей обмануть, как можно больше людей сделать рабами. Сегодня мы оказались, по сути дела, есть пробелы в шумерской цивилизации, там есть непонятные места, где есть пропуски. То есть они не могут понять, что это значит. То есть не расшифрованные слова. На самом деле эти расшифровки, это все должны были рассказывать миру мы сегодня. Но проблема в том, что мы как рабы и как ничтожество все пожертвовали Аллаху, гаремному богу Мухаммеда. Аллах — это бог гарема, бог секса, бог оргии, бог педофилии, бог ЛГБТ, в общем. Как его звали в Ветхом Завете? Свободную секунду. О, ночи правят миром, о, ночи везде лобби, о, ночи во всех унядинок, ночи там везде, ночи правят банками, бог, здесь вейдер. То есть просто шиндер идея дела адам, цивилизованный, разумный адам, картептор, информация, передая делуш йол. Разумный человек, не животное, которое пьет, срет и спит, а помимо этого еще умеет и писать, придумывать, передавать информацию. Это были шумеры. Так вот, шумеры растащили в две стороны. То есть шумеры цивилизацию кто основал? Анунаки, боги. Аннах, небесные люди. Великие боги основали, дали этим шумерам цивилизацию, письменность, скотоводство, животноводство, и все дали им инопланетяне. Потом что сделали с этими шумерами? Их полностью разбили, они разбились, разделились на два лагеря. Один лагерь решил: давайте-ка мы, не инопланетяне нам придумали, мы изменим это и сейчас сделаем так, что мы это аккадцы придумали все. Все это наш Мардук, наш Бог, наши боги, мы аккадцы все это сделали. И никаких шумер не было, все. Забывайте шумер, все, мы хозяева, мы все придумали, мы самая великая цивилизация. И эти люди начали использовать это во зло. То есть они других людей сделали рабами, на примере шумерской мифологии. Шумеров там пришли инопланетяне, сделали их людьми, создали человека, шумер, чтобы они добывали, там, работали на каторгах, на вот этих, как это называется, в кратере, там добывали золото, элементы и так далее. То есть это инопланетяне сделали. Но шумеры вышли из-под власти инопланетян, они сделали бунт, а потом уже те, кто пришли далее, они уже свое придумали, они сделали так, что уже народ вот эти свои, они сами боги, они цари, а вот эти народы, боги, вот эти поставили их, чтобы они правили вот этими рабами, чернью, плебеями и так далее. А они вот эти, видите, боги избранные и цари. И так дошло до Египта. В Египте они реально превратились в богов.
диктаторов, фараонов, а также другая сторона, которая была не согласна, она уже Шумер разбит, ничего, в Кавказ, в эту сторону ушла. Чисто с демократическими законами, никаких уникальных народов нет, никакого избранного народа нет, есть только Адмалла. И нужно уважать все живое. Это мы. Это показывает нам и наш язык, и наша культура, и наши традиции. А мы не согласились с этим, с этой нечистью, с этой грязью, с этой педофилией, с этой некрофилией, с этими инцестами, со всей этой мерзостью и ушли на Кавказ. Отказались от власти, от кольца власти. То есть, ну понимаете, да, мысль. А те ушли туда. Не, мы хотим использовать этих папуасов, аборигенов. И так через вот этих семитских библейских историй, через Рим, дошли до Англии, которая так и в итоге добилась того, что на всех континентах уничтожала людей, папуасов, индейцев и еще другие, и превращала их в рабов. И черных африканцев. А мы на это не согласны, извините, наша совесть пусть будет чиста, вы там занимаетесь своими делами, мы там поживем своей райской жизнью. Но, как мы видим, нас это не оставило через Россию, оккупировав Россию. Этот культ все-таки дошел до нас через русских. Они также превратили в рабов русских, лишили их полностью вообще понимания о демократии, и через русских, собрав этих рабов, орду этих рабов, они пришли к нам в итоге. Может это показаться конспирологией, но все-таки мы, как известно, веками жили в демократии. Ни Европа, Америка тем более, ни Россия, и вообще знать не знали, что такое демократия. Мы жили в демократии. Ни греки. Греки говорят, придумали демократию, но какая демократия, когда у тебя рабы? То есть это не полная демократия. У тебя в обществе есть рабы, ты такого же человека, как и ты, сделал рабом. То есть это не чистые шумерские законы. Ты не можешь, если ты не можешь сделать такого человека, как ты, своим рабом, то есть ты человек, ты тот, который вышел из этого рабства богам. Тебя мучили, тебя придумали, создали, чтобы ты добывал золото, анунаков. Но ты восстал и вышел из-под их власти. Потом представь, ты делаешь таких же людей, как и ты, своими рабами, притом представляясь таким же верховным богом, царем, элитой, элом. Ну, разумный человек, человека разумный, Homo sapiens, созданный в Шумерах из глины, со своей письменностью передавать опыт, накопленный предками. Человек разумный не будет так делать. Он не будет такого человека, как он, превращать в рабов. Он не будет оккупировать народы. Почему? Ответ простой. Вся история доказала, что ничто не вечно, все циклично. Рабы рано или поздно бунтуют, рабы рано или поздно восстают. И они эту элиту полностью с корнями, полностью ихними потомками вырезают напрочь. Наши предки это понимали. Мы и сегодня это понимаем. Но вот эти люди, которым мы должны это передать, эту информацию, то, что мы сейчас говорим тут, это не конспирология. Конспирология – это избранность еврейского народа. Вот что такое конспирология. И верить в Библию, вот что смешно. А верить в то, что человек пришел из Шумеры
и до Скандинавии, и до Англии дошел через нас, и наши языки есть следы в этом во всем, это не конспирология. Это констатация фактов. Конспирология — сегодня существующий мир библейский, где еврейский народ — избранный народ. Вот что должно быть смешно. А нам сделали наоборот. Видите ли, там, Анунак, там, как мои оппоненты ржали, да, с меня с Анунаками, Радомиром, вот этим. Называя Анунаком, они, типа, это для них как-то они меня оскорбляли. Представляете, человек, верующий в Аллаха, который дозволил изнасиловать замужних женщин, который педофила Мухаммеда сделал своим любимцем, который познание добра и зла считает злом. Этот Аллах, верующий в этого Аллаха, еще смеются с Анунаком. Вот до чего довели наш народ, вы представляете это? И те же самые Аллахопоклонники полностью 100% отдают мировую власть евреям. Хотя они никакого отношения, эти евреи, к этому не имеют. Имеют, но не являются таковыми. Там много народов, там много команд играют. Там нет единого победителя. Но мы именно, поклоняясь Аллаху, делаем победителями евреев. Хотя мы должны были сегодня на трибуне ООН, в ЮНЕСКО, в Нобелевском вот этом комитете говорить то, что я сейчас вам говорю. И этот Бог, в общем, вот этот Элоах, Аллах, Эль, через русских пришел к нам во итоге. И в конце концов они уничтожили всю нашу историю, разделили нас, отделили нас от Европы, от европейских народов, на самом деле чисто наших родственников. И отделили нас от них и попытались нас вернуть в лоно восточного вот этого азиатского диктаторского мира и превратить нас в таких же рабов. Но я не думаю, что мы превратимся в рабов. Мы не можем превратиться в рабов, потому что иудеи все-таки верят, что у каждого народа есть свое предназначение. Так вот, у нас предназначение противостоять рабству на этой земле и жить вечно на этой земле, пока этот мир существует. Пока в этом мире есть люди, которые пытаются других сделать рабами, животными, в этом мире должен существовать народ, который других людей пытается вытащить из рабства со своей вечной демократией. И я надеюсь, наша вечная демократия, пока существует человек разумный, будет существовать на этой земле, и все ничтожества, которые поклоняются Аллаху, извиняюсь за выражение, знаете вы, не знаете, тут уже нету времени. Ваши проблемы. Надо узнать, кому вы поклоняетесь, падаете ниц, как рабы. Надо узнать, кто это. Это ваши проблемы. Узнавайте побыстрее. Вот ничтожества, которые поклоняются Аллаху среди нашего народа, они на самом деле полностью отделились. Это показывает, что они отделились от нахского, то есть человеческого, как демократического, свободного, доброго, гармоничного, созидающей стороны, так скажем, людей. И перешли на сторону вот этих наших давних врагов, рабовладельцев. Хотя мы являемся потомками тех, кто восстал против рабства. Не рабства людей, а рабства богов. Вот именно поэтому на генном уровне чеченский народ презирает рабство. Даже если не говорить на генном уровне, то в культурном коде сама культура чеченская
полностью отторгает ДНК рабства. Так же, как собака, например, отторгает ДНК там, обезьяны. Как человек отторгает ДНК обезьяны. Таким же образом чеченец отторгает ДНК чеченства или чеченская культура отторгает любое, скажем так, любое насилие над живым существом. Не знаю, без демократии, ногчи, бусалба долж, не сможем выжить. Бусалб это... Бусалб, Бог, рабовладелец, ё-моё. А мы люди, потомки восставших против богов, которые создали нас ради рабства. Вы в своем уме в 21 веке вернуться в рабство, которого мы 5000 лет назад освободились? Вот твои ногчи, Ахмадицар, Хаймар, свои ногчи, мяудол анекдот почти что. Почти все наши анекдоты, мол, пейтбоч, а вакши, мол, приход тушиду. И одно только это показывает, что войну Сулпцахова по-настоящему цаца до недавнего времени. Вой даже мол, приход тушальч, молхил, и хахельч в обществе. Очень гадос. Из жизни гадос. Из самой жизни это все идет. Анекдоты это просто народные притчи, просто украшенные юмором. Реально, кстати, целом душе. Реально, что это может, это неправда может, а что это реально, короче, это Эсхи, Ходорковский, как, помните, Березовский купил Закаева, там, Удугова, и шел там Чубех Цервань, актер Шалабева, Ядербиева, вот этого. На самом деле, там на изи концерт, ты знаешь, что это Джамбулат, вот эти ингуши, белаки, что вот этот Сосветлинский, его те же самые життя царя, Амбага, Ану Хэш, ну вот эти бизнесмены некоторые, Ходорковский там, да, авантюристы, Ходорковский, царь, я знаю, Бушинш, по сути дела, Закаев актеру, как мы знаем, актер он кто? Ему платят, он в любое место обязан прийти и свою роль играть. Закаев это просто актер, я полностью в этом убедился. Закаев хочу Эйдушин, просто актеришин, хаяли, да? Войны хвазда, вам чубает, вам кячиш, бушиниш, от кадыра ушин цюха, и Закаев шаек ташан тропаешь. Это одни ставленники и одни актеры. Как я и говорил, жрецы и имамы, которые перешли на сторону рабовладельческого направления, которые перешли на эту сторону, тот же Кадыров, Закаев, вот этот Белаки, вот эти ингуши, это лишь просто актер, Бушин, кто-то там сидит, кто-то нанял их, чтобы они говорили от нашего имени, Нохчи. Самдол, что те, что Кадыров, что вот этот Имаратчик, Умаров, что там саудовские шейхи, что там вам ваш ислам, что ваш педофил пророк Мухаммед, это все одни и те же черти, ночи. Сандол, что лейшмин, что букя, что цил керча, керча, что шунтяш, что цельш, ночи шунтяви, нужен Путина, президент мирового масштаба. Тан и мировой рейтинг шунтяви, нужен. Благодаря вам он на сегодня известен в мире. Шуцахеляри, нохчичуан, амцахеляри, нохчичун, яцабеляри. И там он и шум хиляется. Конечно, за ним тоже стоят там люди. Он не от себя это все делает, и не один такой сам умный, самый. Там есть команда. Там и Мухаммад, и Шаеш, и педофил, и Ибраим Пайамариш, и Зуткелхуш, фараон, лял. И что вот эти их потомки не на наследство передавать, нации передавать, я шел.
еще из Удрики Алкушпол, и Лот Паямар, и все эти арабы, короче, Черкеш, Духе, Шенюха, Кавказе, Ашбол, Шажсан Рилк Адат Ухудол, Черкеш, Доглас, Шаш Арбой Бючхайна. Начиная с давних времен Черкеш, Табюкш, Косты, Ротбяш, Старая Голубой, Рабышпяш, Шушех, Шпуй, Арбой, Бусадна. Прям пидорасты занимаются дальше. Черкеш, надо хайзбина, хайшинца. Просто огромное количество черкесов, мальчиков, женщин они там использовали, продавали, в ад превращали в их жизни. Сколько веков. Ит и бешьёц арбой, витцер бешьёц дел, витцер отовен пэрмар. Вит и. Самдол. Баяр и хумш. Нохчи чулшун, улершин, бусаб нах ю, вайн улер, вай бусаб нах ю бош, льеш, шугуш нах бусаб нах йоти. Ямаят бусаб нах, мечаю бусаб нах. Где они? Меча будешь. Бусаб нах, шеш, маму, Жигли карайл Америка полностью телевизион аж. Английский корону полностью под английской короной, просто созданной имитацией какого-то народа, какого-то королевства, и арбой шаерша. Просто одно слово королевской короны, там просто все перевернет. Одно слово, настолько они являются их собственностью. Еще ел истории, ночи, что ел шишен истории. Одек адми истории шишен шуга. За избранный вачен, моя лети, тем чак моя лети, за отабинна избранный, буял, ше зудрик елхуш лиелшпол. Держбаня, ше зудри ханна келхуш, воехдан Эстамбул, нах избранный. Самый лучший бог, дуния чаял, тем чак моя лети, чукара душани. Мадалитар дуния да. Мадейт адам лей амали, мадяздейт оснай. Что да солца, дуния чо мялдол адам лей шхирдол, штушун. Жюкти, жюкти ома бол авантурист, бо именно теш бол ола цуна, я следовать тито. Цалуак чакде душун. Нах, аш нах дахьеца. Нах чи, нах. Ашол дүниеде ашбол нах, дахе, стисан, битах, аштан долцада, аштан гоцада, цара лейби ашкушан. Массу наха дүниен чабол. Цар массу наха лейш бинчул дах. Миллион нохчичун, кума далур дачун, дег дүниен дахал. Цар вы просто сабом тихуясан, как будто нас и не было, забудут. И наши шумеры забудут, и наше восстание против богов, выход, разрушение оков, выход из рабства наше шумерское, где мы из-под рабства богов вышли, тем самым дали пример всем людям, всем папуасам, всем вот этим. Создали первого разумного человека, глиняные таблички, дали письменность людям. Это все просто-напросто канет в лету. Ночи сюда, соится, что история, что хумая, тенчу, да, то лейшу, то зудри кахпе дуахар, да, жуктиши кахпе дуахар, душин хиджаб. Не жукти, а семичи, арбуаши, жуктиши, тера кахпташли, лоши дуахар, душин хиджаб. Да, нашу зудри хиджаб, тио, что ла, что ше зударшана, кахпе дуахар, ты дуах, что я астабах, что зудри кахпташли. Хотя аж духите хагята йоктоца кахты боши, хадиш таскуш, вахуец урня хуштуш на свачу пусти, эрёшо зутчун лиелюш, оцун яхую, оцун москучали, оцун и кахту, и цво духите, а пэймос, мояла, кто надучилась и вышла, та проститутка мояла бо. Для нас не является важной, самой главной проблемой именно наша вот этот клочок земли, замуроваться там и жить как в пещере. Нет,
Если мы, опять же, повторим эту ошибку, замуруемся в горах Кавказа и будем жить, то рано или поздно, опять же, этот Энлиль через русских или через других персов придет к нам в горы. Притом он придет не катапультами, а с истребителями и вертолетами. И все подчистую вычистит там. Мадол от сгонки юг. Вливайтесь во все сферы, где вы существуете. В каждую сферу, без разницы. Но единственное, своих жен не подкладывайте. Это для нас неприемлемо. Соответственно, ради власти жертвовать своими женщинами мы не такие. Мы не настолько не уважаем своих женщин, чтобы класть их под других людей, чтобы там какую-то долю власти получить. Мы не такие. Мы не жертвуем женщинами. Для нас женщина такой же равный мужчине. Нам такой же равный человек. Не то, что в семитских мифологиях, где она стоит только бедра мужчины. У нас она стоит 2 мужчин. Мы настолько уважаем женщину. Женщина – это мудрость, очаг и уют. И мы не из тех, кто будет жертвовать этим ради того, чтобы кого-то сделать рабом для себя. Мы часто дать свой держах. Вот абин нахбу, опять же, бусал нахбу, и нюхай роснатясь больше. Но нохчи бац, нах бац, адамал йол, адамал диндол нахбуй, нах бац ишт. Нах боц нахбуй, шеш лейш, цера малю. Мадол, юк варт, массана, да юк эдиц, да чует, джук тишан тиет, англичанш тиет, полный тиет дакис, массана, да юк варт, да ялшет ваш. Шубол бух бачен, от Библии бачен, от жукти бачен, от скьечер бачен, шугабол бух большна бачен. Дикий Руа-Дозар, просто уайлыш, библейский, исламский бог. Дикий Руа-Дозар, Палхич, за это наказать аж. Дейлуы, что Аллах, что Яхве считает невозмутимым делом познавать добро и зло. И за это он Адама и Еву наказал. Но, позвольте заметить, тот же самый Бог считает взять своего сына по приказу какого-то голоса, непонятно, ангел это, Бог. Откуда ты знаешь, дебила ты кусок, тебе пришел какой-то голос и говорит, я Бог, зарежь своего сына. Откуда ты, дебила ты кусок, шизофреник, знаешь, что ты не сошел с ума, а что это именно Бог с тобой говорит. Дебила ты кусок. Откуда ты это знаешь? Но это ж сумасшествие. Тот же самый Бог считает богоугодным делом зарезать своего сына по приказу, просто не размышлял. Лишь бы ты не размышлял. Чем меньше ты размышляешь и думаешь, размышляешь над приказом, тем лучше. Для этого же Бога. Вот ваш Бог, ваш Аллах. Я сумасшедший. Дисклеймер. Осуждаю все, что я сказал. Я являюсь сумасшедшим, больным. У меня есть своя желтая карточка. Нахожусь я в 6-й палате. Все, что я сказал, является вымышленным и не соответствует действительности. У меня все. Брат, добавки Герес, эльчунти хиджаба элла. Хиджабошка это вообще-то покрывало там. Арбоши, он европейский, вот он, Сузамана Хахала как раз и когда зарождался вот этот ислам, как у европейцев, как у этих скандинавов-язычников, женская одежда полностью соответствовала как у этого хиджаба. И вообще арабские хиджабы, вот он хиджабы бошка, те уранты хачес, тига, вот он, грудь, ляхи, хари, аду конкретно он описание. И, как мы знаем, эта религия появилась благодаря формированию, там, изучая другие религии, контактируя с другими народами, беря у них много чего. А то, что мы видим сейчас, то, что одевают мусульманки,
такого вида хиджаба, в принципе, у них и не было. Это было у европейцев, фактически скопировано у них. Не, я не согласен по одной простой причине. Я согласился бы, но там есть одна причина. Понимаешь ли, где вот это шумеры, семиты находятся, там пустыня, понимаешь, и песчаные бури периодически. И они просто-напросто, это их одежда, и в этом не может быть никаких просто разногласий, никакого обсуждения. Просто-напросто. Это объективный факт, это является ихней одеждой. Никакие скандинавы, никакие европейцы, тем более кавказцы не носили хиджаб. Может, там где-то что-то, ты за что-то зацепился, но это, я не считаю, что это правда, по одной простой причине. Хиджаб и нихаб нужен в пустыне, потому что там песчаные бури. Чтобы прикрыть нос, защитить легкие от этих песчинок, которые во время бури тебе в легкие заходят, от этого люди умирают. Они просто-напросто, у них выбора нет. Это ихняя одежда. Так что тут ты не прав, абсолютно. Нет, я не соглашусь. Потому что... Подожди, мама. Я тут не согласен, потому что ходят царилу, шалацары, кварт покрывать по шалаше, да цари мохала. Зудмари, види, квартумтили шала. Это символ был того, что она свободная. Нет, и квартумтила, вот тобой старый. Квартумтила, это понятно, из вейду массерату, я имею в виду хиджаб, яда оллар. Полностью хиджаб. Нихаб ты имеешь в виду, нихаб. Да, нихаб, и чанги, и полностью, нихаб, битани, дакид было, вот, да. Ну, в принципе, квартумтила, фестиваль, викинг, да, те древние цветы ушли. Форма джаз, викинговский сериал, джасана, царь, гайчая, те, там моет, просторно, те умшают, цен материала, и плюс там женщины были одеты вот в этих точно как хиджабах, ну, что языческий символик, шумша, языческий олця, до христианча, но асы Иваны, бухуш, фактически, у них религия была асатров. И у них была соответствующая, он квартуматил, если посмотришь, ты подумал бы, что она мусульманка. У некоторых народов, в других местах, там, у германцев, если женщина выходила замуж, то она в виде как шапку одевала сверху. Это тоже символизировало, что эта женщина замужем, что к ней подходить не стоит, не знакомиться, не кадриться, узнавать там, замужем она или нет. Майя, вот к ней можно было подойти и спросить замуж, можно тебя взять в жены или нет, там, понимаешь, заходу и хау, что ли. А квартумтилерна это обозначало, что она замужняя женщина. Большая просьба, антисемитизм вообще меня, я не считаю сегодняшний еврейский народ семитами, или не имею в виду их семитами, а я имею в виду вот именно вот этих арабов, древних, шумерских, вот этих ассирийцев и все эти семитские вот эти племена, имею в виду, а не сегодняшний вот этот еврейский, израильский народ, израильскую нацию. Я очень сильно уважаю Израиль, а также израильскую нацию, очень сильно их уважаю. Также считаю их разумными людьми, равными всем людям. И осуждаю все, что, скажем так, антисемитское, то есть как антиеврейское, скажем так, или антиарабское и так далее. Я имею в виду именно вот этих вот потомков, историю, как все начиналось и расходилось. Если у кого-то есть там что-то противопоставить, где-то исправить, где-то поправить, буду всегда рад послушать. Говоришь, что борешься с идеологией, вот негативная идеология, а не с какими-то там нациями, людьми или этими. Да, 100%. Нет, я не слышал про это. Единственное, я Хаймерса поправлю. В этой мифологизированной истории царь восстания Юахшен у людей вообще не было бы шансов, если бы часть вот этих богов
То есть, видимо, и Прометей. Да, да, Тогда вот иначе инопланетяне победить турма, да, и по сравнению с ними вообще вождь никто технологически развитый, я имею в виду. Дело там была эта междоусобица, и вот, видимо, это Прометей от этого должен, свет несет. Да, Уэз, Энлил, Ухалаешь, Верховный. Они трое только были. Энлил потоп Пинагу, Анус Дуйбиан, Эас Дуйбиан. Они трое согласились, устроили потоп, но вообще, кто помог развиться человечеству, это Бог Эа. И он же стал на сторону людей. Украденный сюжет. Это вообще полностью кража этого шумерских этих историй. И здесь тоже украденный сюжет. Да, ну не скажем украденный, а скажем плагиат. Но еще надо уточнить, что надо отдать должное и евреям, и их предкам, и семитам. Они все-таки сохранили эти мифы, хоть и переобразовывали их предки, но все-таки благодаря этим мифам, по следам этих мифов, как мы и говорили, эта экспедиция искала на самом деле в Месопотамии библейские подтверждения, и через Библию, через следы из Библии дошли до вот этого, до открытия Шумер. То есть, как я и говорю, сегодня чеченцы полностью оставили свою культуру, пожертвовали все Аллаху, вот этому рабовладельцу и садисту, который создал людей и джиннов, чтобы вечно их шашлык из них сделать, вот этот садист-бог. Чеченцы сегодня все, и культуру, и язык жертвуют этому Энлилю, Аллаху. А в то время грузин создается такая нация грузины, которая собирает кавказскую культуру. Таким же образом я, наоборот, приветствую, потому что чеченцы так и так, скажем так, забудут свою культуру. И если грузины сохранят чеченскую культуру, то я считаю это благом и хорошим делом, потому что чеченцы так и так ее не сохранят, если так дело дальше пойдет. А грузины, если ее сохранят, то я не считаю, что это украдено. Я считаю, что это сохраненное, наоборот, благо и плюс. Таким же образом и семиты, которые шумеры по каким-то причинам ослабли, были разбиты и так далее. Таким же образом, считаю, надо отдать должное и семитам, которые и сохранили, преобразовывали и донесли до нас все эти мифы. Из них Бога, Хаймерс. Им надо отдать должность за то, что они хотя бы так сохранили. Приписывая себе что угодно, дописывая. Вот представь, не сохранили бы они, сегодня не было бы ничего. Да, это все народы, абсолютно все народы делали, и все люди делали в этом. Но, конечно же, по совести изначальных вот этих предков, которые все это творили, на совести них, что они это преобразовывали, изменяли и так далее. Но если основатели пришли к ослаблению, разложились, то есть утратили свое предназначение, утратили силу, то чем лучше, чем вот эти утратившие силу, те, кто набрали силу, сохранили это, преобразовали, переобразовали, разделили, то есть донесли сквозь веков. В этом тоже есть своя заслуга, и конечно же, это ничем я не обвиняю ни семитов сегодняшних, ни евреев. Это просто-напросто мое видение истории. Сегодня абсолютно я не думаю, что семиты
времен Шумер, Акад, Ассирии. Это те семиты, которые являются сегодня израильским народом. То есть против этого народа, я наоборот, опять же повторюсь, на этом Ближнем Востоке, среди всей этой грязи и мерзости, единственной демократической страной и светом в этой восточной тьме является единственный Израиль. Это свет в этой тьме цивилизации и развития наука. Они давно уже, с конца 19 века, хайпал чубях кыныш, они поняли, что шашлило, что пал бы. И оставили своих ваххабитов и косичку, что они. Хаш больше бета, они пошли дальше и достигли вот чего, почти весь мир в кармане. Вот этот Ану, один из трех вот этих, Энлиль, Эа и Ану. Ану является, у него есть второе имя. Не имя, а титул. У Энлиля и Эа нету титула, а у Ан есть титул. У него титул «Отец богов». Отец богов, это на чеченском, если Эль, у нас это не бог, конечно, это значит элита, правящий класс. Также у нас, мы понимаем, да, что в чеченском языке нету правящего класса, нету элиты. Таким образом, мы отдаем этот титул Эль, царствовать и так далее, богам. То есть у нас элитой может быть только из богов состоять. Человеческую элиту мы не признаем. Как мы можем признавать человеческую элиту, человеческую божественность, человеческое хозяйство человека над собой, в то время как мы вышли из-под хозяйства богов. То есть категорически неприемлемо, да, элита, чтобы у нас была богами. Конечно, это связано, и то есть ДЛ, мы понимаем, что ДЛ у нас означает, то есть обозначает титул этого бога Ану. Это его титул. ДЛ. ДЛ. Отец богов. Да, это, как мы знаем, да, это отец, Эль, это царь или правитель, или, скажем так, по сегодняшним меркам, бог. То есть у нас Дел, бог. Дословный перевод означает отец богов. То есть корни идут к этому, к титулу Ану. Скорее всего, царь отцов, князь Отец, отца. хозяин. Да, царь, да, Князь царь, отца. отец. Элита. Кстати, Дош, насчет... Эли, Веби, Дац и Дош. Эли бог. Ах, и у всего мира элита от этого слова происходит. Так, цунада, ёк, вывод, шишон, ечта хакаду, хаймас аялчанте. Хэр, вообще, да, хэ буква. Например, Бахаев, у него есть цуна, Бакаев, Оларцер. Ах, Алханова, Алканов, Олцер. Они никогда не говорят хэ. И аш и к, вот тохцер всегда. Это из-за русских переводов в паспортах, что специально за Не в этом дело. Я там, где я живу, вот Бахаев был со мной, у него Бахаев написано, как положено, но они его... Английский мата. Месье Бакаев, Оларцар, месье Бакаев. Они никогда не произносят. Да, английский мата. Хэ буква, да, цунде. Анунаки ол английский мата. Потому что хэбук нету его. А может, халхиллецер. Халхиллецер, это английский мат, архаичный. Хозяин собаки. Hello, all. Хозяин, да, побила. Hello, all, царь. Халх и хиллишят, потому что английский мат, и там
максимум 200-300 лет, не больше. Это смесь английский язык, это смесь скандинавов, германцев и нормандцев, которые оккупировали эту территорию, и местных вот этих кельтов, по-моему. Да, местные кельты были. Да, это их смесь. Поэтому халх хиллаба ищется, потому что английский муат халх хиллаба не было этого языка. У них в языке нету вот этого буква х, и они говорят к. Анунаки олцер, юки олцер. Это потому что у них нету х. На самом деле х что буква. Но пока ты думаешь, давай я тебе задам вопрос. Как называется Дагестан? В каком языке в мире можно найти это слово? Дагестан. Перист. У меня к нему вопрос. Да, тебе вопрос. Да, есть шмо, новче два штуки, да, к этому ты ведешь, наверное. Ну да, но смотри, мы понимаем, что Дагестан это чеченское слово, это наша родина. Деоста означает родина. И это была наша территория, пока персы и арабы не отвоевали, там рабовладельческий порт не устроили, там всякие этих рабов не начали привозить, продавать, распродавать и постепенно продолжать свою экспансию. Сегодня для некоторых людей это тоже покажется каким-то вот этим, как ты сказал про Хазарию. Но почему мы должны останавливаться именно на Дагестане? Что дальше Дагестана нас не было, что ли? Недалеко вот это Шумеры, Хуриты, Урарту, он вот рядом. Ближе, 2 раза ближе, чем Москва. Антитеррор. Один факт мы не должны исключать. Сам факт, тут самое важное. Нас слишком мало, во-первых, в мире. И в-третьих, автохтонный народ, который еле-еле выжил, можно сказать. Так, Амабара, Хельче, Хечена, ой, родственные, наверное, Шхалдизра, Хитсум, по Кавказу, не знаю, где-то в Месопотамии, выше, как греки. Ну, я же тебе говорю, послушай, Сободило, что Войдуич Мадутан, Хитсам Вяла Мацуне, Хитчувяла, наш язык идет до Англии, ты понимаешь? Вообще, наш язык идет до Великой Британии. Через Рим, через не только с одной стороны вот этого Черного моря, а и с южной стороны, и с северной стороны, понимаешь? Через Рим и через Скандинавию, Германию и соединяется это в Великой Британии. Понимаешь? Мэйр Оквай там, муж. Мэйр Оквай, Оли. Английский мата, married, дук, замужество. И что это? Точь звучание, полностью идентичное. Тип на английском. Тип. Хаймерс. Латта, лен. Хаймерс, я тебе подкину вообще интересное. Уайтиска холл. Значит, хаслуш. Что? Вот англичане пусть олан. Не, и при том англичане, это опять же, это через Рим, это как наш язык в точке в Британии соединился, как наши следы нашего языка соединились в английском языке и отобразились в нем, таким же образом и люди, и Рим с этой стороны, с южной, и скандинавы, викинги, соединились на землях Британии и воевали там между собой. Понимаете? Хаймерс, вот и совпадение,
Михаил, вот как объяснить, что англичане пюсиол в тисках, вы пюсиол, и это такое ласкательно-уменьшительное. Как бы мы у них взяли англичане больше бахан, аж в тисках пюсиол, и давайте трохи эльду. Вероятность такого совпадения, она исчезающая мала, просто исчезающая. Тесла, помимо этого, я же еще раз говорю, Англия – это смесь, английский язык – это смесь французского, латинского, скандинавского, германского. Это созданный новый язык. Даже там, вот этом новом созданном языке, мы находим следы в точности тоже произношения, как в нашем, то представьте, что будет в немецком, в этрусском, в латинском, в скандинавских языках. Возьмите само название Дании, на русском Дания, на английском, на их языке. Дания означает Денмарк. Понимаете? Денмарк. Полностью идентичное слово Денмарк. Родина отцов. Полностью, 100% идентичное. То есть родина отцов и родина данов является Денмарк. Денмарк на английском. Эмар, мать Николая, отца, датчанка была, Цунцевыр. Цунцахаун. Дагмар. Дагмар. Дагмар? Да. За декуду хайшин надо держаться в полностью идентичных названий. И смысловых, и произносительных вариантах. Да, чтобы мы не казались вот этими армянами, скажем так. Совершенно верно. 9000-летней истории. Мы, опять же, не утверждаем, что шумеры это чеченцы. Мы, опять же, не утверждаем, что это язык чеченский. Мы говорим нахи, людской, человеческий, где человеческая цивилизация начала своего начала. И также мы нахи не то, что чеченцам не приписываем это, мы также не приписываем все это к человекам. Шумеры это все, скажем так, заслугу всего этого человеческой цивилизации, созданию человека разумного, Homo sapiens, из глины, где слово Бога, и где слово было Бог, и слово было у Бога, и слово было Бог, это относится именно к созданию вот этого письменности, когда образы пещерных людей, которых они рисовали на стенах, превратились в иероглифы, в символы. Вот первые зачатки вот этих превращения образов в иероглифы и создание письменности первой началось у шумер. И шумеры это все заслугу отдают к инопланетянам. Так что мы тут не говорим, что это чеченский, там разные люди там заходят, говорят, там чеченцы избранные, там чеченцы то, чеченцы все. Чеченцы это лишь одни из потомков вот этой цивилизации, первой зародившейся. Этому... Остатки языка. Да, именно. Язык как бы достался нам от них. Вот. И сохранился, и достался, и сохранился. У нас язык, мы этот язык несем по сегодняшний день, он у нас сохранился. То есть, чем дальше, тем больше. Совало, свободнее, а уже сосивая шум. Чем дальше, тем больше он изменялся. И в любом случае, не то, что чеченцам все это приписывают, как сегодня зашел в комментах один ингуш и тоже начал там халды народ говорить, что микрофон, что халды это народ, населявший шумер,
там был народ, то есть там изначально не было, так, люди не появились вроде бы, по его мнению, их не создали инопланетяне по их религии, то есть он от него как бы отделяется и говорит там про какую-то пруфы, он мне, конечно, не предоставил, говорит, какой-то народ там был, халды, халдай, типа, это значит галгай, что это ингуши. Я ему говорю, хотя бы скажи нахи. Ингуши, боже мой, это же смешно. Русское слово ингуши. Не существовало никаких ингушей никогда, пока русские их так не обозначили и не определили под именем ингуши. Были нахи. Эти нахи люди составляли и ингуши, и сваны, и нахчи, и другие, многие другие народы. То есть не надо это мы сейчас не приписываем все чеченцам, просто у нас как бы древнейший язык, и следы этого языка мы находим у шумер. И это неопровержимое доказательство причастности наших предков, языков, вот язык, от которого мы взяли, причастности их к первым зарождению первой цивилизации. Помимо всего этого, кехат, который сегодня чеченцы обозначают листок тетради, кехат. Ке – это, скажем так, внутренняя сторона ладони. Хат – это глина, поппар, хат – грязь. То есть в руку берешь глину и на ней печатаешь, пишешь. Они так и делали, шумеры. То есть кехат, который сегодня чеченцы обозначают листок тетради, это на самом деле, если смотреть чисто дословный перевод, это никакого отношения к дереву и тем более к листку тетради не имеет. Это прямое отношение к глиняному табличку. На самом деле, година хайшен, полностью, вежи буй, спадуху массу бошбол. Европейч. Вежи демократичей. На генном уровне вышта 6 демократий. Йохшила и вернуться динацар, несмотря на то, что Рим и евреи, скажем так, жюктиштане и христианство, и филиал иудаизма, семитские религии, христианство и иудаизм навязывают и нишаны, притом через убийство, через все это, все-таки они вернулись к своему истинному предназначению, к демократии. Выбрали, скажем так, правильную сторону и отказались от рабовладельческого строя, угнетения людей, от насилия, убийства, геноцидов, болезней. И наоборот выбрали сторону, которая борется против болезней, там, геноцид. То есть, наоборот, чеченцы должны сегодня, каждый должен чеченец стать на сторону Европы и защищать больше, чем сами вот эти европейцы, которые не вдупляют все это, что мы рассказываем. Они не вдупляют, что это, потому что мы молчим. Мы выбрали сторону этого рабовладельца и тем самым вызвали ненависть к нам. Я ненавижу человека, который такого человека, как он, делает рабом. Я ненавижу мусульман сегодня, потому что в исламе разрешено рабовладельчество. И с этим ничего не поделать. Это уже все. Я на генном, на духовном, на культурном уровне презираю человека, который такого же человека, как он и сам, делает себя рабом. Лучше, я не знаю, придумать какого-то своими мозгами робота, или еще какие-то технологии, и чтобы эти технологии были тебе рабами, а не такой человек, как ты. То есть эти люди вернулись к этим ценностям и являются истинно нашими братьями. И по крови, и по духу, и культурно. И всякие эти ЛГБТ и все это пришло из именно откуда? Не с демократии, не с консервативных каких-то традиций европейских народов. У них этого не было. И никогда у них это нормально не было.
Это все, опять же, пришло через ислам. Почти что все сегодня в Европе 90% являются мусульманами. Они и намаз читают, и пост держат, и являются пиками. И также в Фирдаусе ожидают своих вот этих занятий, чтобы педофилии поскорее ждут своих юных мальчиков в Фирдаусе, которыми Мухаммед обещал. Либеральные ценности, ЛГБТ, которые мусульмане России сегодня, которые на джихаде, в кавычках, против сатанизма и ЛГБТ западного. По сути дела, они и являются носителями и породителями Содома и Гоморры, педофилии, рабовладельчества. То есть то, что во всем сегодня джихадисты упрекают Европу, пришло в Европу именно через этих джихадистов и их религии. Поэтому каждый чеченец сегодня должен стать на защиту нашей Родины, Европы. Это является нашей Родиной, притом культурно, духовно, по крови и по языку. Мы не приемлем царей-правителей, мы не приемлем халифов, мы не приемлем гаремы, куда увозят женщин покоренных народов, чтобы они являлись секс-игрушками. Сидели в гареме в комнате, и единственное в их жизни, что они видят, это халифа, который под угрозами заставляет ее раздвигать ногу. Это ад, устроенный для женщин. Это ад. Поэтому чеченцы должны, как голодные волки, как говорится в скандинавских вот этих рассказах, волк, живущий в пещере, не равен волку, который в суровых условиях борется за выживание. Как голодные волки мы должны просто метать и рвать за эту Европу. Потому что другого места для нас на этой земле нету. Это единственное наше убежище, соответствующее нашему духу, нашей культуре, свободе. А то, что там и эти голубые, не голубые, это личное дело каждого. Они и у нас были всегда. Я вообще не пойму эту тему. Я, кстати, заметил, я вам, кто давно не был в Чечне, я вас просвещу. В Чечне до где-то 5-6 лет назад, по-моему, прекратилось это. Открытые жили, все в селах их знали. Это было нормально, и никто ничего там, смеялись, прикалывались с них. В каждом селе, в городе были голубые, и все они знали. И никто их не убивал, никто их не преследовал. С ними садились, с ними бухали, с ними прикалывались. Они всегда у нас были, но во всей нашей истории наступил момент во время Кадырова, когда их начали, в один момент собрали всех. В один момент всех собрали. Просто одного увели в телефоне группы, и от них все. Остальных собрали, у них группы, их собрали, и все, перекрыли им воздух. Оказывается, это они готовили войну против Украины. И в пропаганду, естественно, входило, что-то же надо продавать пушечному мясу, что-то им надо продавать. Естественно, они готовили им продать западный сатанизм и западное ЛГБТ, а у них такие, видите ли, какие-то ценности мужские, правые, у России, у Путина правые ценности. У Кадырова правые ценности. А Европа это, видите ли, ЛГБТ, сатанизм хочет всех чеченцев сделать иками. И не дай бог Путин, если не победит войну, то все чеченцы начнут друг друга замуж выходить. То есть, оказывается, к этому все они готовили. Так вот, это вообще внимание на это обращать и акцентировать обычно Абу Мага знает.
и Бета-Гамма, вот этот, Аюб Алиев, и Муслим вот этот их. Они знают и все расписания ЛГБТ, там, шествий знают, сколько клубов ЛГБТ, когда они открыты, когда они закрываются. В общем, они, вот эти мусульмане, полностью про ЛГБТ все знают. Я почему-то их никогда не видел. Живу в Европе, почти во всех странах побывал. Никогда в жизни не видел, чтобы тут девочки, мальчики, мальчик и парень, то есть мальчик и девочка держались за руку или целовались на улице. То есть я в Москву видел, и там и пики ходили за руки, и там прям целовались, и еще хуже делали и в метро, и в ресторане, и в кафе. И я думал, что все не чеченцы в мире, все люди, не, кроме чеченцев в мире, такие же. Но как я приехал в Европу, я просто на улице не видел, как мальчик и как девочка и мужчина просто целуются. Просто поцелуй я до сих пор не видел. Уже 6 лет в Европе. Побывал в 5 странах. Ни разу не видел, как на улице целуются мужчина с женщиной. Ни разу просто этого. А то, что мальчик с мальчиком за руку или еще что-то, я об этом даже молчу. Я 2 раза единственно видел на установке, как и то малышня, пацан, ну, школьники, мальчик и девочка. 2 раза за 5-6 лет 2 раза видел, как на остановке мальчик и девочка сидят, обнявшись. 2 раза. То есть это полностью соответствующее, это наша культура, это наши страны, это наши братья. И мы должны просто рвать и метать за эту культуру, за эту демократию, за эту свободу. Цаникума бая уезжать. 6 знаний накапливаться, где готовы хил. Чан датует решенное. Шихан ты макача. Кучама дил. Аллаху Акбар Бош. Так, маша Аллах Бош. Ще полный бусал Бош. Информация гумагула е. В лобовую Олдал Уставсан Сосанчук Мариарт. Ще ты багма хватит вообще полностью матрицу. Матрица кшашлац, молодец, ни в коем случае. Полностью соответствует матрице. Системе. Полностью прогибайтесь под систему. Шадега узнавать, шадега копить, ярость копить, ненависть копить, энергии копить, и ни в коем случае нигде это не выплескивайте. Мы являемся энергетическими разрядами, не более. Каждый человек это всего лишь энергетический разряд или сосуд, или батарея. Если он где-то проявляет агрессию в ненужном месте, или матерится, или гневается, он свою энергию накопленную в своем дюраселе, он ее просто-напросто бессмысленно выплескивает. Лучше копите эту энергию. Чем больше его накопите, тем больше у вас будут ресурсы и сила. Тем сильнее будет ваш удар. Накапливайтесь и вливайтесь во все структуры, во все общества. Берите информацию. А когда уже вас подставят перед фактом совершить мерзость, там, как у них принято, через задний проход инициация или убийство людей, то в этот момент уже выберите правильный выбор. Там не уже, ошибитесь, да? Да, там уже не ошибитесь и всю свою ярость, либо там выплесните, либо ее сохраните с информацией и с вот этой свидетелем, чего вы стали с этой информацией. Переберитесь, в общем, в Европу, на вашу родину. Мы тут вас ждем, мы братья, мы, дай Бог,
мы скоро вот эти все пойдбоцум, вот эти пойдбоч, тумсу адат, вот этими со всеми с исламскими разберемся, создадим чеченское лобби, где мы любому чеченцу, которому нужна истинная помощь, сможем подать руку, помочь. Будем ждать вас тут, где мы сможем вам помочь устроиться на работу, жилье и все тому подобное. То есть у вас тут будет, скажем так, бухер-букш в любом случае. Да, и главной цели. Мало голбяхов козарос, бусалдин чувани козар Европе нах. И актер Закаева, а я болечи, там, Сацуя Кадырова, а я болечи, очи, что, кез бабин. Но хинстай махулла кузахар, нет, халх муер, траша халх, нохчи чур саг Европе, нохчи чур кайш. Але хорш букар, нохчи, рад эн бошта, клеч, юхси боч, та силу юхси боч кушта. Гур кон цугай на Европе, адам, танам башхал цагохон. Вот она юрт колхозы хэшсан хиетон са. За газантир хаяк каншинти мажуален за. За хуюца гушта экроят ста лесной человек шита обезьянчу хэшсан хиетон. Но одам лагахюга душун Европ хатсани душун маршрух душун Европе. Образование душун, медицина душун, бухер душун, безопасность душун, спасение душун. قيرم لخلور بوشن شو دامو أحورا موشا نوحشو وولشو أصدو أشلو شا نوحشو وولشو شا نوحشو أوما دواغلوش وولشو زودي أدواشتو دو يالهيتسو قو يوروبيا غو يوش بول شا ويجرش نوحشيش حبور بول حباح كبا يوش بيرش تان غودا بيدي عبولش وزا بوخير بويال دامو او قزح Европе قرآنش داك دو او اللهان وبشي اللهان قداشة تديش تو محمد بيدافيل خيت سюрмая тяни глазаш красит дяш лялё голубой хиет сун лично Мухаммад сун голубой укы. То есть бюром шишин Европе давай сих шехумш гулай эти тайе шариаты давай. Что тайой Таю это решен шук. Ну шук таю чач, о бьё таю это решен. И то неизвестно, вы доберетесь домой или нет. Сюда всех шеум собрать, и давай, дуйте отсюда. Ты псуркаю, хлюга бон, шнырхом майорил, давай ты таеху за всех. Аслан хоккистан, я вам мекшон, и шариат дица. Пока аташ дон, он умацаош, элаш такиечи, айрен хруй. Но я уже сторонник того, что айрен вац. Не буду, в общем, гасить тебя, но и шариат. Дальше диц, валла, тук терпеть вирвацом. Милч гала ашу и милуха и трол дадон вообще шадолом. Хож хайош ячин вообще. Ночик ам алдал хеш ночик оман тяхбу тиха гаят волсак ночик ам айда гаят волсак тана дех шу хожош ячин шер'аити давай быстро давай. Шеваха без шариат яти Афганистан пещера где шей юарибукш шей ялшукач хули шей шариатя. Шей юарибукш кандел. Пещер штуаш шей диазбареш давайте быстро. Покажите на деле. А так болтать мои куза. Диверсиш мои куза. Бусал дин педофил шидинду, голубь шидинду. Это нету никакого сомнения. И Аслан такие люди, как ты, пытающиеся обелить эту религию, являетесь большим злом, чем сами эти проповедники. Поэтому Оудална Хузахабат, он бумахта Цундера Хайдеш нашлора дяш высказываться. Ди аха кьячара и шариаты поэтбоцум штуч был наха что полностью чаксаги нашин. Все, мы уже узнали вас. Все. Шукишанция яц. Чемодан, вокзал, Афганистан. Все. Или Чечня. Вот вам и халиф Кадыров. Не, Афганистан. И все.
Ногти чаешь, пасть, пусть в Афган валят. Зачем им они нужны? Чтобы мы потом с ними учились, что ли? Не, я лично не собираюсь там с ними мучиться, потому что там сейчас бесполезно. Я уже все перешел на сторону, чем жить, пытаться усидеть на двух стульях и не усидеться на одной. Лучше акцентировать внимание на Европе, где мы живем, и создать наконец-таки тут лобби, которое хоть чем-то может помочь. Хоть какое-то общество, хоть какое-то количество людей хотя бы в Европе сначала собрать. О какой свободе, о какой демократии мы можем говорить, если мы в Европе не можем 1000 человек собрать. Если человек не может 10 евро донат на чеченский народ пожертвовать, если всем плевать, если все тут, надо сначала в Европе людей хотя бы собрать. Понимаете, мы не можем сейчас человеку, вот, которому нужна помощь из Чечни, например, сегодня огромное количество, не огромное, которое действительно нужна помощь. Есть по всему миру чеченцы, которые хотят Европу. И максимум нужен 1000 евро. Но вы представляете, эти люди как алмазы для нашего народа. Но у нас нету 1000 евро, чтобы им помочь. Вы понимаете, насколько ничтожественно наше положение? А знаете, почему у нас нету 1000 евро, чтобы спасти от смерти человека, нашего брата, чеченца, мусульманина еще ихнего, допустим? Такие же тоже есть. Вы понимаете, в чем причина, почему мы не можем собрать 1000 евро донатов, чтобы спасти жизнь чеченца? Потому что мы все донаты, все жизнь, все потратили Аллаху. Мы все пожертвовали Аллаху на следующий мир. Каждый человек себе хочет заработать вечный бордель, оргию. Итак, на большую часть вопросов ответы есть. Но чтобы все совпало, нам нужен последний пазлик. И этот пазлик называется «Наше мироустройство». И если мы вставим этот пазлик, тогда уже совпадет все. Так как же выглядит наш мир? И говоря «мир», я имею в виду всю территорию, включая и космос, а не конкретно наши 6 континентов, которых тоже может и, скорее всего, на самом деле больше. Существует 2 конкурирующие концепции мироустройства – плоская Земля и полая. И они обе верные. Если говорить о той поверхности, на которой мы находимся, кстати, шарик, уж извините, это абсурд, то она, безусловно, плоская. И, надеюсь, не нужно занимать и без того огромный хронометраж моего фильма, чтобы предоставить зрителям еще и эту информацию со всеми доказательствами, которые без меня множество во всемирной паутине. Если мы будем рассматривать снова древние источники, компиляции, то во всех случаях Земля окажется плоским диском, накрытая куполом, называемая небосводом или твердым небом, без всяких слонов, стоящих на черепахах. Черепаха – 3 слона. Это обычный вброс. И единственная такая компиляция встречается только у древних индусов. Но учеными выставляется такая концепция, так, будто бы вообще все древние во все времена представляли себе нашу территорию именно так. Это откровенная ложь, либо это откровенное невежество, поскольку плоская Земля, а точнее наша территория, для огромного числа людей не является новой информацией и уже относительно давно многим понятно. А вот каков истинный космос? Для всех остается вопросом, и непонятно, как он вписывается в плоскую Землю. А я при этом еще назвал и верной теорию полой Земли. В той же древней Индии имеется более древнее писание, записанное на санскрите, а значит и более близкая компиляция к оригиналу, называемые Веды. Индийские Веды, как и другие писания, передавались в устной форме на протяжении тысячелетий. Но самыми древними они не являются. Как бы многим не хотелось, это тоже неправда. Статус «самые древние» они заслуживают именно как писание, то есть не имеют отношения, например, к глиняным табличкам или барельефам.
Однако их авторитетность от этого меньше не становится. Достаточно лишь посмотреть, какие архитектурные шедевры высокой сложности и какие технологии применялись на территории индийских компиляторов. Так вот, в ведических знаниях, которые сумели дойти до нас в виде очередной компиляции вторичного заселения, тоже указывается плоская Земля, но уже в гораздо большем масштабе, которая поделена на концентрические острова территории. Мы находимся в относительной близости центра, а в центре располагается гора Меру, где располагаются боги. Над Джамбудвипой располагается еще 7 плоских миров. Обители богов
Данте Альгьери, изображал ад именно точно так же. А я уже доказал, что мы именно в аду по каноничным концепциям. Каноничным, естественно, в кавычках. Лесов и для среднеземноморского климата. Купола изготовлены из сотен шестиугольников и нескольких пятиугольников, соединяющих всю конструкцию. Каждый из 6 и пятиугольников изготовлен из прочного светопроницаемого пластика. В оранжереях функционирует компьютерная система климатического контроля, которая регулирует температуру и влажность в каждом куполе. В рай попадают именно в мир Бога, а точнее богов, и рай находится за 7-м небом, то есть 7-м ярусом. Там же все блага для человека. Туда же и производятся все ресурсы, и именно поэтому там так хорошо. Никто не работает, не волнуется и ни о чем не беспокоится. И там же находится внешняя область того места, внутри которого мы находимся. Вы же помните то, что боги создали нас для работы. Переложили обязанности на нас. У них все есть благодаря нам. Поэтому рай такое хорошее место. Если кто-то не понял, то наш мир это по сути заповедник. С уклоном на рабочую силу, где люди это и есть рабочая сила. А куда же
убийство Вритры, змееобразный демон хаоса. Но в точности прямо как и в нашей с вами истории. И здесь ничего удивительного нет, снова компиляция. Девы — это наши с вами главные герои, а асуры — те, с кем идет противостояние, которых возглавляет снова нечто змееподобное, и то, что убивает великий бог. Индийским ведам, даже самым древним, около 3500 лет, а шумерским глиняным табличкам 5000 лет и более. И вторая битва — это после Золотого века. Возвращаемся к войнам. Многие альтернативные исследователи, да и не только, например, официальные тоже, находят следы той самой войны. Иногда и ссылаются на древние источники. Правда, очень часто путают одну войну с другой. Их было две. Когда не было еще людей, и когда уже были люди. Что не отрицают и тексты компиляции. Небесная битва и битва богов уже на земле. Эпоха Золотого века — это когда наши боги жили бок о бок с людьми и культивировали цивилизации. А в нашей теперь мне осталось лишь завершить эту историю. Как запустить цивилизацию и заставить изготовленных людей развиваться и продвигаться. И я вернусь во времена после потопа. У нас потоп, вызванный тем, что цивилизация свернула не туда по вине игигов, и титаны решаются на уничтожение сотворенного мира. Но Энки спасает плагиатного Ноя. И боги решают перезапустить человечество. Далее Ан предлагает снова создать людей. Они расселяются по земле, те, что как раз наши современники, которые попадут на руины прошлой цивилизации, которые будут сначала размножаться и плодиться, иметь примитивный образ жизни, знания. Первобытные люди, как нам любят рассказывать в школе или ученые. Это вот они. После цивилизацию необходимо запустить. И тогда боги спускаются с небес, по этой самой бездне к людям, находят этих самых аборигенов, показывают на себя и представляются. Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.